Теперь никто не поверит, что ты провокатор. Долго придется доказывать. Es tev содержу. Es хотел тем айволенай, уже можно аккуратно поговорить об этом и Ибраим, можно разбежаться. еще один вопрос? Есть Химой буйкуча. и мой шароицы. Массу корору, нас слишком мало тут. Большой эфир антитеррора, туюка может быть. Болчов, Видишь, Белла и на. Химой буйкуча. Red Bull, по-моему. Файн, хоэлга всегда алам. Оцените, что хочешь, шудир дуй. Что ты хотел сказать? Белла Инах, моя дейш, была замужем за Химой. И вот у него, у моего отца, у зятя в паспорте было написано дагестанец. Я не Эль-Хердокцу. Его спросили в паспортном столе, и он сказал, напишите, может, это по каким-то причинам. Но в том, что Советский Союз, вот с паспортным столом соблюдали святое правило. Он паспорт Халушен спрашивали, по-моему, национальность. По-моему, там не было дагестанец национальности. Так-то там этот Тесла Джахар Осетином прокатил по всей Русне. Химой, ногчи, бухчарой, نوخشي والش چين هو والش تونا азербайджанец على زندق паспорт я توша элиркши. Ну, это сейчас как бы не тема, да? Просто мы здесь. Но национальность была чеченец, ингуш. Не было ни киштинец, ни акинец. И люди, которые ассоциируют с той или другой национальностью, все они ставят какие кунды, что я не пойму. Ю-ю, что он один остров будет, мелкий будет. Да при чем здесь тайпный штукнешь? Хай национальность определится. Ибраим, Габок не тайпный штукнешь. Дагестанец такой нации нету, как россияне. Национальность определился ты, вот национальность, ингуш или чеченец, все. Суть в 92 году мы разбежались. И это что? Чул халк нас соединили, потом мы разбежались. Инца в ушах чуть стоят, знаете? Позгала его вежи бу. Ночью гала шикамду. И просто прием, ехал до применяться. Ночью острой, ноги. Мы же не говорим как бы, мы же куда. Я против того, чтобы говорили, например, Галай, Назрановчи, Несер, Хой, Джайра, Хой, Гули, Вар, Келли, Вар, ноги, бош, да, делить бош. Тут Галай, а тут тайпы какие-то идут. Это неправильно. إبراهيم هيتسع شيشوالخ داغستاني أخ بولشي جورجي بولشي كيستنش بولشي إيرداني تورسي شاش نوخشي داتس ألبوش ناخ داس ليلتناش مش بمخاوان Милыш буваш. Тут провокация интересная. Я бы хотел... Гансыч, например, Турция, да, я да скажу, Турция, Турция, это не твоя тема, Берсер, вистрелит. Шатайпан галга юттху нохчи ду бохцу. Тогда, видимо, галга как национальность не существовала. Мы сейчас чуть-чуть есть, мы пытаемся чуть-чуть, да, Ибраим. Вот в чем разница. Да, цундел, например, нохчица съесло, галга чуть-чуть, галга съесло. Просто куча шдихар, да,
أبدا خوي أوه سجى Ach, şimdi editi şimdi edahsoti ve şimdi edahsoti ve. durduk. Böyle dosta dokırmı. Moment Havasın. gelsa. Sakitiron sabo. Sobornel zorzo. Kok doğu sa dur. düjenir. Şuart Böyle praske bu. Gariç bu. Finish bu. Nokçi kulis bu. Hamilum sağa son. Şamulu şamulu han. Nokçi var sahibi sağma da nokçi nasıl patri. Durduk eti. Rezborg şun sayo işte Allah eşit sana. Şu тягама der sana. Один дел sana. Разборщин. Кажется, он садош. Зачем вы здесь про всех подстрекаете к вот этим разборкам каким-то? Начало Да, само Энис Вилла Ибраим. О, шахта. Чуть-чуть غلغة أخت دشن معا عامو ديز قاديز معا دي تداشتول دش غلغة что Да, галгаш, анда есть. Галгаш шей ами есть история. Что означает, как означает. Нохчи шейник ами есть. Что это означает? Контртеррористическая операция есть восстановление конституционного порядка. أباك سوى ما شدوك دادوك سووش غلغة ياخدوش معهم أجدوهم معهم حمديزين أغاثن دردوك سووش حطوك سونا ديز مسانا ديز أبادي دقوار صديق غلغة يبوغ ناهن يقع تحتوردو حتيتو غلغة يبوغ отсюдеш معا هودا اتسون лексическое значение حتى تمام أو حتى ميتتوش غلغة يعرفت ну цудеш معا خالي ناخن يقي ساتيبتو باخسو ناخن يقي ساتيبتو مص دوق تيبن شدوي ناخي ناخ أو حتى واتت أجاهدو عم دوق تيبن شدوي ناخي إستيبن حدال دوي خي إستيب تاتو انت أرتس خوي بي انت أرتس بانلكش بو غلغة هو هانلكش بو أيوه غلغة غيبك جيت الباشن أيه دوا شن معهم تاخ أيه دوا معهم يا اسم سين خزنر اوخ سين خشدر اخت سين خزنر اوخ ابوادي جيت الباشن دي وفاتي دادو قوهيو غي ان معهم دوا شنت خنغودون ну جيت الباشن правильно Житель Мичарден. غلغة Нет. Глубоко ошибаешься. غبو خود غاشون غبو لامن خوي بو لامن خوي Mikrofon dayı. لامن خوي بو دو غاي بو لامن خوي وي أوكشو تاق إستهم داتخ وي ميلشتو خاشتو وي ميتشر حدويل خا ملهم وي خوشتو وي قيستهم دات أتيم وي تسيتش باير سام غواندك وي ووشش مرزو برتقل وي يزخ وي از إشتو يدول وين دوق تايبر وي تايب دو تايب غلغي دو إحقي دو دو مالخي دو شوتوي دو تانتي دو خيدش دو وي تايبر شتوكوش ويدن خوي قي دالش خدابل تون تروي وي تايبر شتوكوي وي ناخ Целу у нас нету, по-моему, никаких проблем с этим. И обади чу янцу и хума элла, и с этого пошло это. Никто не...
это вообще даже хаха бешдается. То есть началось все вот с этого. То и Алло, делите. Дурдукети говорит, башня не гала, а бау. Дурдукети, халату. Гайла это тоже башня. Ну, Бау Гайла это, наверное... Это комплекс, наверное, гала. Гала это Да, городище, галныш, замкище, ищи, ногти чуабен яч, галныш. В Ингушетии нету галныш, в Ингушетии бауныш есть, бау. Саляфа потянули, Абадин, года Саляф, Ахейханин. Марш, Дайте сказать 10 секунд. Дай я 2 слова скажу. Голай буй считаться деш буквы. Шай баш не шолш. Шай замк шолш буквы. İsveç'de Norçi, İsveç'de hava. Ногти чуахсан, дух башниш, хуя, замкиш, я просто шаллакинок. Основаниш, душа мою Израиль. Бутилео 30 лет занимался и сараю делал башни. Молодый, чего, молодый. Саляф, израильский агент. Ты нужен ингушам. Тебе ингуши нужны. Я ингуш, ты четко сидишь, конкретно объясняешь Абади. Национально, умадаться, Абади, что виза политический камешков. Формат тоже ему объясняет. Абади халфит умадаться, Абади войник, проблема. И халфит хома, и шоу, и махпо, амелдаться, Абади халфит виз хайкубу. ويا ساعة غلغي سيدي فيش داتس غلغي ويجي بو سيلدي القامدو ويا غلغي شوفي دغنا يولوي وار بوي هرش بوي ويش بوي بيحشا وي اشبيت بالبشا وي نيسر دات سوندي لا أبادي بو خودو كوشا اتشا ويجيش إيش أحسن بيش كنا حاقو حي может быть у тебя идея или нет мадей бохеги каснеш дехар дой бош отсюда хпиет вес Абади а вот дага цаа галды алумадас но еще одна вещь. Вот этот человек, провокатор, он заходит, говорит 2-3 слова, и 3-4 дня те люди, которые вообще эту тему не обсуждают, и которым она на данный момент вообще не интересна, в этом проблеме, объясняют и в деталях, чтобы халфетить это Абади, потому что тебя задели, Абади, будь спокойным, будь выдержанным, будь сдержанным. Юг, не повторяй, это одно и то же. Хотяч мало, тоже. Ты скажи, ты кто скажет, шунок, чуду, голову, гадел, молодой, самая проблема. Тут подключается потом Тесла, исторические справки. И на платформу им это надо. Уже 4-й день, вот мне люди говорят, что Кучулов слышал, и Клавдия, да, бегал, иду, я поздно, иду, одно и то же, одно. Не поддавайтесь вы на провокации. Лайксаун, не слурдошнать, я купам, не слурдошнать. Абади, Алитан, Абади, свободы, Абади. Свободы. Не поддавайтесь на эти провокации. Ну не надо тебе, Абади, что-то доказывать кому-то. Ты здесь уже свой. Это твоя площадка, твоя родина. Просто сиди и говори, слушай. Не реагируй. Не реагируй. Зачем ты реагируешь? Он мне говорит, ты уболся. Вот, ты назранец. Я ему говорю, да, я ингуш, я назранец. Все, надо и лапить. Какая там проблема? В чем причина? Сам удыться, как голдел. Я с позиции ингушей буду с ним говорить. В чем проблема? Какая проблема? Я тебя. Я сейчас новчу, там удыться, как голдел. Все, успокоимся, давайте это самое, не будем поддаваться на провокацию. Вы, мы же не глупые ребята. Все время, что бях мобили еще приехали.
А, кстати, там президента не приняли они. Кстати, для информации. Байбас, президента независимой республики Ингушетия не принял и сказал, мне нужны исламисты и именно демократические силы. Вот такие он сказал. Ну, такой сделал заявление. Пях мобиль, что видишь. Нормально. Но издуй, они хотят эти самые легализовать как бы свой салафизм. Вытереть один, заморать собой, короче, демократов. Салаф, хоббакула и хуярсаиз. Масаддит, вама уха уиз. Нормально, движение. ФСБ работает, я полковник ФСБ. Я потомственный КГБ. Да, Ахлюсунна у нас теперь даже в Масаде, маша Аллах. Иншаллах, Масад наши братья, иншаллах, все нормально. Адош алнеде Бита и Евлоева, оставь их, Гуцериева оставь. Мадица, не надо, зачем? Кому ты что доказываешь вот здесь? Смотри, боди голова. Не надо это ничего доказывать, просто сиди и говори. Ну не надо доказывать кому-то что-то, просто сиди, слушай и свое говори, и все. Кому-то что-то такая, Евлоевой, Гуцериевой, Кадзоевой. Кому это надо вообще? Видишь, мы ничего не решаем, мы же все одинаковые рабы на данный момент. Давайте успокоимся, все придет на свои места. Расскажешь, может, кому-то и надо, может, что-то не знаю. Вот не надо, зачем здесь? Мне Евлоева абсолютно не интересно. Что мне, зачем мне знать про Евлоева? Ты за себя не решай, ты за себя не... Я решаю, я знаю, что эта чеченская нация сейчас не нужна. Я тебе официально заявляю, чеченцам Евлоеву сейчас не нужны. Все. Я не так вот, Хамадуй. Я решаю за тебя сейчас, я решаю. Я за тебя решаю, потому что я знаю, что ты как слепой котенок не понимаешь, где ты ходишь, с кем ты ходишь, куда ты лезешь и куда ты уперся. Поэтому я тебя буду брать на поводок, такие как ты, и вести свету. Могу я сказать, бывает у этого вещи источник. Вот источник вот всего этого хая со вчерашнего дня или позавчерашнего дня абадиук. То есть он что-то говорит, это ему говорят, тахан санна чего хас объяснить, дирксон, сиалхан дирксон и мади, таханан опять. То есть просто как бы его из этого уравнения, что ничего тут из этого, никаких обсуждений, галгай, не галгай, ногти буйбати, это все исчезает. То есть как бы вати, Ибраим вати, там, не знаю, Армат вати, Вяпи вати, то есть никого из этого чата нельзя обвинить, что он про эту тему поднимает или педалирует, или короче, делает. И она пошла-поехала. Она пошла-поехала. Ему объясняют так же, как и сегодня Ибраим объяснил, вчера также Хаз объяснял. Опять поехала. Я уверен, что он завтра зайдет и то же самое будет. Хорошо, да. Салаф, Амири, Дица, Венсеян. Я надеюсь, что он понял твой месседж. Я надеюсь, что он понял твой месседж. И больше не будет говорить на эту тему. Я надеюсь. حسن ظن خلاصن ضع دواء عمق ده درس سلام. Лауреат, один вопрос. Ahmet Çuviyen'e tarihi Bartok ve Sabıksı'da. Ну успокойся, Абади, сам от собой. Если хотите, вам это может понравиться, но источник удалится. Лауреат, вопрос тебе можно? Ты у тебя с теми Абади. Var. Adı çıkamıyor, adı seçilin varsa bağırdı. Yevoy bala, hatta yevoy muhabebi ve yevoy. Давайте голосовать. Вы хотите источник нашего этого болезни загасить, удалить? Опросник сделайте опросник. Он же хочет рассказать, почему не дает ему.
Что здесь? Диш, ай, диш. Шавах бушала, шавах бушала. Eskarvar Marşa Doyle Moguş Masu Abade Bekgül Şundatun ta Horna Şi Oylun Şkeru Tahtı Şuvatır Verkeru Takot Veppe Boğçu Deldolç Tkatırın Alvay Dağlar Bolur i Doş Me'an Ay Kasde i Me'an şey Hornet Girdu صادوا أتون قالهم ونألش فسي أتون تعويل سون قربتون تغا دي سون خالة تعمق جا أولش نيسون إيس داقهم دات إدوش قصدر إتعنا قومن تأولش تبيخ باقهم دات خاطر ديل دول أسا إيردر هور قد أحدولغ قدم سنة لورش دول هيقلا دوش دول همون دقش غ اير دولش دول ايتا قدو قد اير دول اقوي آلا ايلا بوشمون تاق اسديشا وي قنو قاب ديش دول هيقل تحدول هيقل ديش أدم لعدير شكوك تقاتشوتن وتقات يقوش ووشي غورتولسن وتشنكوغ اشتغلوش دولهم يسلوي معمل خواليشي شوشسن شوشي غورتولسن يدوش وتنمعن كوربدو ورنو شي أولي ما ير خل هم لحدوية مدال يوقع ووشي دويش ووشي دقع دول همان هورنو شيشي دو مصو تقمدات ووشي خيتر دو ووش قلدو خار دو يدو اقر حالخل ديز ويوقع ووشي نقيس ميت جاتر وشادوش دول همان ويليش قالي جوب دالي سيو تشك دال عين تون هر جوب ديز بوش وي يسيخسي كل شمدو توش دات تالي ريز كالويل أبا مارشال دوي شو أبا كسون بات كوميتي فك استو شواتش يردو وردو بوش شواتش وي تقام دوي نخ دوي نخ еще نخ это не нации ах вы нации мою война دوي شون واسي وقت بيجي شون تقاردو نحن еще قيومة دات أسبوعي لقوا أخوة أبد أبادي نعم دودير وين خيتي نقاسم وين أخذ خيتي نو إذا ضاقت نخبو وين أمت نسبك دوش ضاقت وين يا دوش ضاقت نخبو وين يقوم أمت تقليل провокатор Здесь шагу и сразу исключить повис, дай за микрофон. Кто за, прошу голосовать. Больше уже хумарит-то, шлоушах спорит-то было. Выстрелы А мы не можем, кто хочет, пусть заблокировать. Тесла حكر عيونات سونك نوب يحسوك قال لك دريس on passport صورت تدايتين on تاع نوخ شو يازيش
بريتش بوتش ملو شو عن ملو تو اشتغل بريتش بوتش وهن بوا يوق عمل دوا ديشتك Abi čukameldu, gasti pasporta, sovietski pasporta, gasti mota, čečenic, jezin decer elga čuo. نوخ شو يازن دويا سون دادا اتن سوتيا Čečenic, jezin dec elri. سألر نوخ شي در إلر Eler slobodje, hoću svidjetiš bu, čo čečenic, سويدت jezin dec بريتش بوتش elri. باري سو باس Slobodje, nahi, a potom زبلك إيه هذا زبلك كيلو razbrani povjeliš. Hoću kvatom, čo čečenic, dec jezin elri. короче دات حين زوق دي صحيح ما دي Slobodje, ototar vatneton. Hoću nahi, ga se pet hoćun. Цо чеченец дец советский паспорт язин циган нохчо ду язин олш хазаришун. Хезердер. Хезер. Метрический, да, чеченец цел Метрический дец Какого года духат Лещенко паспорт? Вот алта предудай уже выдатен банк шельмеки что-то такое, неважно, не играет значения. Хочу адука нахбу, они прекрасно знают, что советский паспорт яха холисток хулер цани тягаски муатта чеченец хулер галайчин галгай хулер нохчичун нохчу алег. Ногас чеченец. Собор ди. Sa pasport чеченец. Чеченец Алязин хулер. И Динс уже 7 человек подтвердили, что ты был неправ, и что слышали от тебя это слово. Он твоел. نوخشي دات باري أتوتيا الصباح نوخشو دات أستوتيا غاست موتاشيتين Ne, tamamla tamamen sen doktor onda xeton as. Çiçeğiniz yok bu yazın nakçı şintay pan yazın deter teatik. Листок дарцуги нохчу мота. Листок дарцу юка нохчу алязин нохчу мота. Фамилия, алиш листок, но гаски мота дарцуги чеченец язин. Первый листок шел на русском языке. На чеченском языке, потом шел листок на ингушском языке. Кто может подтвердить? Тесла, я подтверждаю, Анис Багар, Литок Шдара, Баска Мата, Нохчу Мата, Гала Мата, Ишта, Аска Мата, Чеченец, Нохчу Ишта, Ишта Анис Алир, он что-то недопонял, поэтому что-то до сих пор кипятится там, не знаю, что. Он первым зашел и человеку сказал, что тига чеченец, да, царон тига нохчи дарон эль, что там не было этого слова эль. Это он прогнал. То есть тига нохчи дарон эль. Не дослушал, неправильно понял. Даже если такое было, это недопонимание, все, короче, разрулили. Но хин цыганцу бог, ас оце нохчи да цербе, а сунти костакцу, ас вообще цадичник. Посмотри, тебе в личку написали, просто привык к сведению. Просто посмотри, тебе очень будет выгодная позиция. Босс, сам дюче, дослушивайте. Поэтому сам перебивай. Вы дослушиваете, потом сам думает и начинает утверждать, что человек говорил так-то. Тесла снис алир. А этот недопонял. Что свое знать. Смотри, Тесла в личку, это очень важно. Пожалуйста, Тесла, мы вас просим. От лица всех чеченцев, свободных чеченцев. Позвоните в личку. Мне тоже что-нибудь в личку, Тагишен, какой-нибудь подарок киньте. Живи полетишь. Журдукети, отводи, ребят. Живи полетишь, боголуешь. Мистрова. خاطر درسه ندوش عشوار شو
Висели джиги, висели. Ярки, дай микрофон. Висели джиги. أبادي قاد أصلا ولي أكينت أصلا تو دوش تقلدي ورس تا أبادي دوش تقلدي ورس خطر درس وينخ دوش تدقرش بوا نوح إلرقع أبادي وينخ دوش تونو ويوح تونو معنا موخو تونو وينخ أوش خوك تونو دوش ولي قوم دان قومن وينخ دان دات قوي داتي قوم دات قوينخ وي باش بقى عندك دي مثلا سو طيبان زوغوي و اقي وسو طيبان زوغوي وسو قوم نوخشي وسو ان وسو وي يقع وي ووش يقع اول قوي وينش بيش ولا اللي وينش بيش وي بيش ولا مثلا عند وابي ووشو ده وي اول وي ده وين وي اول ده ده как национальный термин غوشمدات وينه دوشتون ويوح يتعلم وقتها حاقل دوش والنخبي حاقل دو اشتوري خول والنخ وي ديق استكبار و اشتوري كجبي تانا ابتلوت نجوجيني تايت وي مشكلة حدا لي وي موخ لي وي фух лي не дают им сказать, потому что не надо, идет работа, нас не хотят они наши, они там каких-то Бузуртановых или каких-то там Тесаевых, Мысаевых, Тумасрай, там, блогерные историки здесь сидят, и каждый толдонит как хочет. Третьего, ах, вы арги история, хаиса, ага, وينه بوردوش تغنى هذا أنتو شقيت الدست أزياف كنا شقيت الدست أزياف كنا حقيت الدست أنا أكيد ورق الإستوريات كمبيوتر ولا ما تشوز إستوري ولا ما تشوز إستوري تغن دي أندوش دست وينه يا حلقة زمانة وي بوش وي حلامن وي ديق استيكو حاجة وين пусть он будет нашим пророком. Он был у нас вейбог, он технологий вейбог. Так, говор как Бог, говор как Бог, хадишун. говор как Бог, хадишун бяхас. نوخشي غلغا يقمت تدنيس سواشي قال لي أخت عدلنا ساتوبا إن تشو عديتي وزي مسيح يدوه لا تعمل تدون ده غوشي تشيات واس Звена Бог, Отводи, ребят, отводи, пожалуйста. Сун вообще как Тесла, я не разделяю нас. Мы одни люди. Тесла, да, дух Бога, Тесла, хакалу, шагбуха. Но ты должен знать историю. Я мояци проблему разделять теж. Как раз окчу массар, вы вижу дуай цаду, вы вижу ключ, малят, вот там и вот они куча. Тесла, ты знаешь, откуда идет вей, дождь? Ну знаешь ты, если ты такой умный, хухай, Мишер должен. Я не умный. Я просто начитан. Ты меня послушай тогда. Это вей, это имя человека, который пришел к нам. Иса Пеймар, Ханвайдов, Шавин. Сегодня мы рассуждаем здесь, говорим там туда-сюда. Иса Пеймар, Вени, Кадар Дини. Из Вейбух, что дошка. Иса Пеймар, 2000 лет тому назад, Вайдов, Шавин, Вейбух, Илош, Сетскалайс.
так же, как и Эздел Тихлес. Это именно Варланка, наша история это. У нас в горах он находится. Мы должны Варланку, да, он в истории лахди, что вы. Хотя она осталась немножко у нас там. Мы должны изучить нашу историю. Не то, что нам говорят кто-то, так какие-то блогеры, там какие-то там в истории логис. И мы придем к единому мнению. История Хакаричан, Дюйцкдовой, пока до конца тахин мадацивается. Табиес кансалу, табиес сан историю хожбов нахвай, война, табиес. Не хотят они их. Ягасхи батчун, каберш бат, наши не хотят, чтобы это говорили. Да, я знаю, я понимаю. Ну, да, маршуял. Вы курде диван, вы историка, вы ланча, вы истории, вы батанчу, вы истории. Салу. Сажим собор дичал, вы тяхку их дутсон, тахан. Хоть Окей, уй, хонях уй, мадичек делай пемардусуй. Ну, войнах, таган нации, емаяси, таган нации, Войнах нация, это объединение наций. Не наций, объединение племен, объединение племен. Нахчи Гаурай. Почему это так? Нахи, нахи мы. Да, нахи. Вот это, вот нахи, это правильно. Нация нахи, это правильно. А дальше мы племена идем. Еще. Да, нахи, и все. Низ самый низкий, нахи. Тесла хуер, он лички чует на конц. А это война хуер это. Да, жимдай хакос, дай хакос. Ума дацаришца, серьезно он дацар. Жимдай хакос, все хакушум где было, вообще правильно, между собой читать. Пока я... разбор уже ходит ухо, а я хочу уже вообще готов сразу на 3 дня исключить с партии. Он атем да ехать, а китем не свой. Тесла дает нет, а нормально диктем. Ибраим, а юдит себе говорит, ох, и что юдит себе говорит. Хорошая тема, хорошая тема. Конец Руснявой империи, кажется, забрежил на горизонте. То есть резко приблизился. Да, это точно. Этого. Сунах, и этого. Вот это хазновостью, это хазка, вот что считаешь, один дog. Ох, чуть савор, Дина сражался с новостью, массу аур, с новостью, кладуш. Тесла. А шуса, массу аур со всех сторон. Тесла. Ладушу. Тесла. И конец приблизился, а вот ядерное оружие, и ямайцы, вот. Такой интересный конец. За еду заберут американцы. Ядерное оружие, оно хорошо тем, как пугать только, но оно нехорошо использовать. А ядерное оружие, кайрхиласар, духани моешь, одиненчу. Шиси халяг, шиси да, да карша харса да харедине. Сажим
نيس وانت بق وانت دوخار صدوا دا خاص دا وين دقمش مجدي ايش تخديز وين ايتو يرتقل ده وهذا تشبيه صغير خوي نيس وانت خلشان сожжение. Попытка применения ядерного оружия не пройдет незаметным для Америки. В первую очередь, Моссад и Дукшпионш, руснявые армии, у них надежные источники десятилетиями, знающие полностью, что к чему. То есть царь мгновенно и приказывай ядерное оружие применить. И сразу же израильтянш, американцы, дахо и торду, если американцы сами даже не узнают. И все. И подготовка, и массухум есть, что нельзя просто так, короче, там, ядерное оружие. Хотя ласка там от них не убудет, но Гудабахкуш, ядерное оружие, Курск, 74 населенных пункта, 1300 квадратных километров забрали. Уже Курский ты бог, зачем ядерное? Куда? По Курску, что ли? Куда тухорю цари? То есть нету здесь никаких ядерных амбиций. Он делал дед Кира он генишон, выражение лица. Патрушевое выражение лица духом Нурдарас, он дальше по его выражению можно, как раз таки можно было выяснить про ядерное оружие. Короче. И бьехом тебя практически вот такой же малой, скажем так, властью обладатель, не как Путин, скажем так, чуть поменьше, но примерно такой же. Тесла, контроль. И краска, да, уже краска, да, линия. Там ядерное оружие, хилацаш, контроль, космосе контроль, и выпустить ягюца шолоик на их же территории могут сбить от технологии там. Акереса, Америки, технологии. Развиться, динаешь эти 30-40 лет. Войцат эмш баши крича, эс гюржи хича, эмш баш лелша технология развилась. Ракет юка самый главный хал ира ягичма, ира хтинсана направитесь. Эс хал ира ягитина яллай. На этой же территории могут сбивать, это мы должны понимать, понимаете? Это под контролем Шел, технология, ракет, под контролем, меча, юха, удуха, мелдулумаха. Какая? Укар, я мацаей, кайк мацаей, шашинок. Спутник, шу, мелдулумду, под контролем, ракет, кар, халаелтич, что там, кан выгодно, на этой же территории ее собьют. Это ишь положение, там надо немножко осмыслить. Они могут тысячи ракет пустить, ну, тысячи спутник шмаи лилось. А двигату они могут, ну, сбить устаревший, шахтный режим, он с юга, восьмиосный ракет, Самаш, ракет, Шиншара, служить династии, Тополь М. Да, это 80-х годов совершенно секретный, на 20 лет, 5 лет подписать даже, не разглашение. Слушайте, ну что, Шиншара, я могу за 7-8 минут установить эту ракету к пуску, и дальше просто установить тарель, шкиек, расчет моюицик. Это 7-8 минут, это расчет. Установить эту ракету. А ракеты пускают другие, там, присоединенных, машинах еще, машина управления, даже командир части не имел права войти, кроме командира части, другой офицер не мог войти. Это управление. Любая попытка ядерного движения Лили, она американцами сразу же приведет к массированному удару, полностью парализации. Да.
То они могут что-то взорвать, тайно провести, быстро чем-то ударить куда-то в Европе или что-то. Да, они могут убить миллион людей. Это гадалки. Но технологии. последствия Тесла. еще. Он дикая Тесла. Ты разбираешься, но я непосредственно ракетные войска стратегического назначения служил в то время, в 80-х годах, Капустиняре. Служить. Ну что, 3-й учебный центр ракетного войска СССР. Знаменитый полигон, да. В пустыне Шиншера, но я был рядовой сержант, это рядовой состав, но в нашей части 3000 офицеров-прапорщиков было, 3000 солдат было. Я здесь 11 полковников, подполковник, Багарбина Цавалар, 11 полковников. Командир части генерал. Учебный центр Ярославль, самый известный, самый секретный, но все равно. Технологии, а те уже развелись, развестись, развиваться. С 80-х годов американцы, англичане, другие развиваются, а у них стоит с тех пор таган эра, с 40-х, 50-х годов танкер сейчас царь Украины. Они миллиарды сожрали, триллионы долларов сожрали. Сейчас это обхаял Абрам, танкер сейчас бог. Они разворовали деньги, вот сейчас это появилось, Агуч Мадалиев, триллионами. Там царь Хадвич 51 триллион. И один царь, последнюю цифру я не знаю. Духах шмудус. Разворовали. Россия разворована. России уже нету. Хейр власть, я сам, да, хейр бетоштаган, гуш юк. Шиндина, Украина, хайок ерте, но ёж дол дюнен дюхал был мабуеш. Сан юрта ашыл, юртын дюхал вер, чадахым мадуя. Эрдет, юртух, тёх, да эр вахку, вивю гуха, да эр, юртыр эр вахку, хай юзу, це. Ишт положение юртер, таган фитна гюй. Он зайт он доберзу биеш мабуеш. Украина бег рано или поздно доберется. Это саши область, всех хаехтин, ёшеш хадехтин территории, эрбог, басбог, ашбу. Примерно я мыслю так. Кэр халясил область, отселил Курский, уже саши область, всех халясил, давайте равномерно. Шу кузар эрбог, шутигер эрбог. Дадерзу гачо. Терхицу, алхатя дадерзу мадиц. Россия тоже не хочет проигрышем выйти. И Украина, и весь мир не хочет быть проигрышем. Отсюда хитные, но жертвы. Мы видим эти жертвы. استيل ساردش مشرع للدودة تخوش كان قوش تدوش ديستليتي مش إيلر متوقسو تسروك أتار شيء قوش أولوت أبي بلات متايي هما خارشاش مكيتي نقينا آلي ذات وستولاتي Ехай дидуотсом дел, макети наг выставляешь, хамабяхниешь, у нас развивается Бог. Но на деле это так, на деле, да, скорее положение. Еще в 95-м году Джагар Саэл мою, скорее положение. Ёж иш табелхал, садим локальный том хила. Красный петух войдет в ваш, у каждого двор, но это надо понять. Красный петух, у петух яиц, милду по-разному этому, тысячи может по-разному это думать.
Красный петух, из каждый дом войдет. Вот, там, гуш мадуис. Ёж украинец хиля, отдельно, ош хиля, кайр, ёж шаш мабахар, а чего ну когда против всего цивилизованного мира, да мы садёт. Ахча айнир, кайр, миллиардами, ахча айнир. Мы думали, что они победят, но не получилось так. Потому что весь цивилизованный мир одной стороне, эти остались жим развиваться, даже они 14 лет копили деньги, миллиардами, триллионами, богатая страна моя, самая богатая страна по природным ресурсам. Америка 10 раз богаче ЮКОС по природным ресурсам, но природный ресурс с американцев, Европа, ну, кишары глубокие, бурение, газ добывать, там технологии, нормально развиваться. Но в основном Ашадулхум шейкеры, миллиардерами стали, другие стали, народ обнищать, и начали делать оружие. А те видят, ничего себе они оружие делают. Ничего, сейчас оружие, сейчас технологии, это вот тут оружие для чего? Для войны. Оружие, там мы имеем, видишь, оружие. Ёшма, иш дялгум душу мировой системы. Иш дял до душу не там бьешься, дуй. Ох я, что солнце, томич солнце, Украина, юткяц, каеш, юткяц, Гюрзир, юткяц. Иш та чухеш куш, дуй. Ну, шаш, халк башбука оружие, все. Он с Ирах Кусич. Конечно, точка моей, конечной точки ее халакача, он обратно за чубелаш бушунешь. Конечно, точка, а допустим, конечно, точка махалицу, если выстоишь, кидаешь камень, конечно, точка моей, вот конечно, точка халакача. Пик, сказать. Пик Ше были там швуй, зуне чабел швуй. Бусолдин надо их, конечно. Машалла, вот настоящий ахи. Бусур ди, ази, вожи, да, смеча хуза, бусур ди. Нету, мировая политика. Шало, هذوش أرنق الدريان. أحنا خذا خطوز بقى كان خذات زوداج نانا زوتش. ها عادل أتردو مجي عادل. مجي عادل ناهن بال بحبه. إيش تبوش وزامن دينستو بوصل دينستو شوم داس كاس زوتش. سدينا سو دوات سلاح ديندر لتخان سوار سوق است عادل أتر دوين عادل دول درتوان سويسك عادل سدوت استو دات آخي كا دوغ دتسرز عادل وديخم وديخريز عادل قبش جاية غايل شريف وين كوش موار شكزابغن إز عادل ديخر شو دي سدينا او إلي أصحمن او إلي أصحالو رسي بچاق كردو غردوز عادل كردو غردوز عادل ياغر اون خزا غردوز سالو خزا سان دينا بوسي دوشي صوتي قري شراوات دوز وور أنجلي بتاعت وبوشرة أنجلي بتاعت فينا توتها إشتبوش ترديش لجخ وسو خدينا بيشار جيبولا باتر كيسك بوش سكت لو زامن خلق زامن ترديشا قنال دسار عبين حدي اندر أبادي وين يقول أوليش مصغين خلا هتا خلا
Ойля бошты, куда? Ой лишь, айгалдош, хитам болш, нах бош. Целую. Мос сухейна, хила, хун собой ойля. Швой милш муцага, но есть. Целую. Примерно. Тебя отвлекает на это дело, ой, политики учту современные, ойля, что ни при чем. Фабурда, нисбах, бусул дин духал, бус набол том, ойла, шин духал, Путину, ойла, Путину, цундела, И войск, обещал Вельбицкому, что если он Вахта дин и мировой злоет, цундухал. Не, сон, например, мое мышление, мое мышление, он вынюх и у вас, может, садагадек духа, это мои мысли. А Тесла, Путин, примерно, в 50-х годах, 50-х годах. Путин, öyle bir çıkıntısına. Kar, вам венерцуна, öyle. Короче, за отчеты я за... Мыслить дошелся. Путин в данный момент, Путин Петрушев, что ойла, я ж закрываю. ما جو ويلا شيشر بخير سير جو ويلا شيشر Иште сагул ас боште куду мыслить даш болнах саадат ши жизнь войнюх и мосугайна хилла бухик бутахна бу. Саэлу не видишь на это отвлечение, вы современное падение Руси обсуждаем. Да. Не, я не ведусь, но я предполагаю, это мое мнение, я предполагаю. Да, рейс хилшун, масана, бушун, амелдаш, ох юки, Sen müşarkıydı bakışlar ya Sovyetke adıl doğru di istuğdar kan doğru adılı Rusya körüğü müşarkıydı tanışta. Tanar, xeyl tamu el çıgılış. Dayazın hılı, Koran dayazın hılı. Koran diyeyim çıgılız. Кибертерминатор حوالي цун это между строчками я иногда. Да. Ибрахим. Мадовод, жуткие темы, предсказания. Ойлаешь, надахчан, войнисаш, но душум кенте. Ойлаешь, лагошу. Ойлаешь, Ты политик разводишь, потом тебя на мистицизм перевели. Дела, пармат, öyle, bağda gelmiş. Tesla öyle, oyleş bulna boğaz. İbrahim, yok, alsa, siyak. Еще что, цельсага, ну, дик ойдеш. Асайца касно заедно, туль. Ну, все равно рассудительно, осмысленно. Камелдаш нахбушу. Дэн рейс, что Ага, Ибрахим. Булат, Булат, что Вакар, Булат, шун, собор и Булат, собор, Булат. Аттердер комсомол знож тахия. Дер техней. Аттердер. Зносишь в Сайлас, комсомол, хласо. Техно. Октябренок, пионер, хласо. Кандидат, член партии, хласо. Султан, давай кырса бадыдиш. Бак, дадюцун дейр. Кандидат, член партии, армии. Кандидат, член партии. Балдык, ну, я когда с армии уволился, институт его. Год кандидат партии должен был, а год срок он кандидат партии. Да, а год срок чакал. Я поступил в институт, секретарь партии организации. Тагна Ицелусун Зоя Александровна. Тайхил в институте, партсекретарь. Сунцан, сажим дерда церхил, они меня не приняли в партию.
Ой, Космедянская баря. Salo, Mitcha Arvelci otana bol dauç, deş dauç, Mitch o dauçça Komsomolski alır bilet peyakti yuqa wa gayt işler Угор халк отстаивал нож, коиш, бориш, партии поддержать моющую характеристик сразу даю эшер, комсорг мос, то еще хум иш структур, жим волш, динхаут, но иш эвеш, дабикш коммунисти. Да, Ленин, Паймар, Верак. Мочо, хохтешон, мочо, бухор, документа. Дакачош. Ищем партии. Да, я помню комсомольские взносы, 2 копейки, когда ты в школе учился, 2 копейки было. Потом балловал, что у тебя от работы зависело, от зарплаты. Там. Як из дождь есть, но все равно миллионами, знаю, да, уж сумму уж махите, десятки миллионов. Дервери, заблуждение. Во-первых, с 1 класса, с октябренка тебе уже заблуждение ввели. Но что ты уже понимал, что это уже заблуждение. Махьетарица, юхай. Царь. Пеймар, Ленин, вер, Ленин учил. Пеймар, Карл Маркс, Фридрих Энгельс, вер. И шталки мадуевый. Хотя, тяхари, от заблуждения, юхай, выл, хамахай, халха тяха. Иштахан бусов, дин чахвы, вег, ше заблуждение, халха тяха, ше заблуждение, выл, хоудукцу. Вы, багдик, дадис, багдик, дадючна, бутаган, не то, что, охчура, ладушил, что каждый слово расшифровки, раз, дам, вы, пармак вольвелир, он шадил, шавек вольвелак, расшифровки, с Корана, Библии, Таурат, Масана, расшифровки, уже сотни тысяч людей сегодня. В конце концов, люди поймут, что заблуждение пошли, уже понимают не то, что... ويدي بوق بيمر ويدي بوق بيمر ويتاريا مش يقدر دقوي سالو Да, могла нисашно долдиеш дуй, ой қист умадат тайпанши тухманши ази вожи бош. Галгай нохчи терлой باوي ой حنديرني انا حدا نغدو اسم اتجمو استاي موجه وي دوتر قدو قنال ده دنس دور دو حنديش دور دو عم وي داج وين بتاب ده بيتن ده يلا وتاوين وي ابوشي جتاي وين وي ترديتي جتاي وين كان نزو حندتات قوين داج وي ازو دعوي شو Вы дай, Боузер, нельзя хвалиться своими предками, надо стараться быть лучше их. Вы дай дикхиля, вы царел дикхилаус язык. Кыма датсик. Это простая логика. Вы дай сидату, чисту вы дай. Вы куда-то بدون جوار دادا بدون كحماش حادي دار دو قومتي ويدي سيدي دي زوي ترى ومتي سيدي حاست جوار نخ هناك ده حالاتي زيار مو خنادو جوار ويني عاخي ومتي ويله موت بوش نخ تر نقد ده تجوزو تاغو نقد ده تيك دعكاتش ما مير بيت بوتار وين دات Худинашчик, Пукигинашчик бошло. Это вообще так. Я смотрю, что говорим. Also,
Ой, любой спорный вопрос была Бабака. Абака. Чалу. Войдей бить. Ты бархаджа чулта нагасан. ادري قيمة دول نقاصن لخي بين بحيج بلي أشك بلي كش يا خيتي كسر بيان خبوش وين يبدأ حجر وين نيسش نوع غير سقطهم داس دال ما هو كيس دلاه طولم نيسشون بودا سون надеется да дизу قيمة داس. Sa предложению قطع исполнителей, а то Абади укамelde все время там, давайте другим. Цел ахамдик политический расклад. Может еще кто хочет? Тесла. И ядерный тушилчи и мич хату еще в шмаяс и серия. В смысле мич-мича? Что ты имеешь в виду? Территории, прямой угрозе я ища церы. Не, изем, как банда Путина решит, он за то еще, мича то еще теперь, если они за последствия готовы отвечать. Технические возможности я царгачаматься или Да. что ты имеешь в виду? Не, есть, любой метод то еще. Межконтинентальный молодцу ракетчу, салус, яйцанчар. Через Северный полюс тухаешь обычно, Америки тухаешь. Тесла, и милхвач цамо, и тога, и шоло тога уже бокойорш, цепочка, даурдоршун дати. Я думаю, последствия будет сразу же и Тюрхагуй, он подвергнется атаке остального мира. Технические стрелки, что ты? Тесла, Кара, Америку, Киш Пачалкиш, уже под контроль халять сюкер, шею, яден, оружие, он сагататься еще под контролью. Мича юха, мича чуюха, кэр миллио, бункер шьёзон. Все они знают. Кэр секрет чего, шек давно выдали эти секреты. Меллум дёрду кэр. Они под контролью. Он сагататься еще. Дуга, иди, да хатё. Sen aya barra na la bit butsar. Сути дахнает. Он сагатта юш да. Под контролью. Все. Каждая ядерная ракета под контролью. Они сейчас, у них такая технология, что они могут на этой же, где вылетает эта ракета, на этой территории они уже могут сбить эту ракету. خير هم داتشو в России кер оружие хиллер доцк И то сало, и то конвелчо, ша от техи и дата тора, хецунца шансом яц. В то время служит датче самые ядерные ракеты технологии чойл шхайр 30%, 20 чем-то процентов ракет Ирак вел швейцарак. Из 10 ракет 3 падали. И ракета, и ракет. Мою 6 уходили. Как кинжал, как кинжал. Да. Саму Индия рабовые. Кича, работа страна, они оплачивали, чтобы пустить эту баллистическую ракету. Но это цаши чующие, это то время. Султакер технология шхила, я сетхилил ракет, лятиче устреть модай. Киха кисовые технологии.
Хинц юка юйлил, 8-осный. Маш юка. Маз 557 алцунах. 8-осный. Иракич очкиш. Ваш ирак хетхилаш. Я боксер, что ты с 500 метров смотришь, думаешь, это дом. Бокс, кюриш, не арш, меллиум, нарисовать эти боксы, как будто дом. А в этом доме крыша открывалась, он мог вылететь. И что, и Сало, Одещуха и Дала, поездами, пассажирскими вагонами шли вагоны, которые находились в ядерной боеголовке. да, это уже меньшей дальности было. С Владивостока до Калининграда шел пассажирский поезд в ВОЗ. Что кюбети нахас. Помогало-то, третье. А после развала Советского Союза ракеты нужно каждый год обновлять, надо профилактику инвестировать, там, заправку делать, эти большие, огромные суммы. Так, дорогие друзья, как нас слышно? Вещаем из Соединенных Штатов Америки, округ Колумбия, Вашингтон. Так, голос хорошо слышно? Дайте просто знать, нам это очень важно. Да, вас слышно. Нормально слышно. Да, все, смотрите, дорогие друзья, мы сейчас буквально минут 20 будем ждать нашего гостя. Гость задерживается, но, несмотря на это, он делает все, чтобы прибыть. А мы тем временем для разогрева, как говорится, будем кричать «Аллах! Экбер!» Немножко минутка юмора, а потом уже серьезно будем работать. Аллаху Экбер! Аллаху Экбер! Где наши братья-мусульмане, русские православные оклюшки? Мы ждем их. Не пугайте, пожалуйста, так страшно. Мусульманский сайт Твигар. Так, Дмитрий, приветствую вас. Если что, я надеюсь, вы, может быть, не понимаете, но надеюсь, что вы поймете нас. Вы с Украины или откуда вы? Можете представиться? Нет, я из Латинской Америки. Ну, понятно. Но вы кто вообще? Нам не нравится, кто бы к нам не заходил. Я этнический немец. Хорошо. Но вы жили в бывшем Советском Союзе, я так понял, да? Да, я родился там. Если не секрет, можете сказать? Просто интересно для нас, для наших слушателей, как бы. Это наш постоянный гость, очень интересный человек. Как-нибудь обязательно нужно у него тоже интервью взять. В истории он очень силен, Саляв, так что давайте наметим с ним тоже как-нибудь свидание у вас на площадке. Конечно. Дмитрий для нас важен даже тем, что он уже с нами. У него такая прекрасная фото на аватарке. Бородатый мужчина с сигаретой в зубах, заросший. И для того, чтобы он понял, с кем он имеет дело, мы будем кричать Всевышнему, который находится на небесах. Я понял ваш юмор. Недостаток. Курю. Да, курю. Да. Вы, случайно, не из Казахстана, дорогой друг наш, немец? Да, я из поволжских и из прибалтийских немцев. Но вы жили в Северном Казахстане, в Южном или Нет, я не жил, моя родня сосланная была вместе с вами.
Хорошо, хорошо. Дорогие друзья, наш гость прибыл. Мы сейчас будем выключать все наши технические модерации. К сожалению, это интервью историческое, нам очень важно, мы записываем. Несмотря на то, что у нас очень сильно развито чувство юмора, и мы дурачимся, но когда серьезные вещи нужно делать, мы очень профессионально и серьезно подходим к делу. К сожалению, дорогие друзья, вы будете просто слушать, мы выключаем микрофоны, а в конце, когда запись уже будет закончена, кто хочет, всем будем включать микрофоны, и вы сможете задавать вопросы нашему гостю. Хорошо? Договорились, дорогие друзья. Так, мы сейчас поприветствуем нашего гостя. Муса, как вы нас слышите? Приветствую вас. Филиппела, Машова. Дейл Машхел, я вас всех тоже приветствую. Извиняюсь за опоздание, причины были очень веские. Вот. И я готов к труду и к обороне, как говорится. Сейчас наши технические модераторы, Муса, дорогой наш Муса, а может быть для некоторых вы и недорогой, а даже злобный и вредный и враждебный. Мы сейчас будем выключать все микрофоны, чтобы в этом прямом эфире присутствовали только вы, а также ваш покорный слуга, по-чеченски Томанда, значит в переводе на русский тот человек, который делает всем приятно и который находит общий язык между всеми людьми, присутствующими гостями и не гостями на этой площадке. Мы выставляем запись, а потом мы уже приступаем, и вы поймете, как мы будем работать. И мы объясним уже нашим слушателям, в каком формате будем работать. Так, сейчас наши модераторы начинают запись, трансляцию. Хорошо. Так, да, перед тем, как записывать, Муса, вот вы смотрите, Муса, перед тем, как начать запись, как бы договоримся, я буду задавать вам вопросы на русском языке, потому что все-таки мы должны для широкой общественности донести как бы правду. Да. А вы можете говорить и на русском, на чеченском, на английском, на пуштунском, на индопакистанском, на вьетнамском, на суахили, на банту, на каком хотите языке. Главное, отвечайте, как хотите на наш вопрос. Хорошо, договорились? Договорились. Запускаем, как говорится. Все, запускаем. Подождите, сейчас мы запускаем. Так, дорогие друзья, приветствую вас. Запись. Наши технические модераторы запустили запись, как вы видите. В левом верхнем углу высвечивается красная точка. Это говорит о том, что запись пошла. У нас сегодня в гостях один из видных политических деятелей Чеченской Республики, современников, живущих и ранее действующих политиков со времен Советского Союза, а также со времен развала Советского Союза, на изломе эпох, когда становилась чеченская государственность, когда чеченцы, воспользовавшись историческим моментом, взяли бразды правления своей республики, национальной своей республики в свои руки и постарались, и они успешно это сделали, восстановить свою государственность. Они не то что воссоздали, они создали именно Чеченскую Республику, независимую, суверенную, со всеми атрибутами, а также со всеми органами власти. Наш покорный, то есть наш гость и ваш покорный слуга, будем сегодня беседовать в форме вопросов, ответов и диалога. Формат предусматривает расширенные ответы. Также мы разрешаем нашему гостю и всем нашим гостям, кто приходит на наше интервью, отвечать на вопрос, пропускать вопрос, не отвечать или говорить все, что они хотят. Могут даже наши гости врать. Это наши слушатели смогут в процессе прослушивания нашего интервью сделать для себя правильные выводы. Мы не стараемся никаким образом не спорить, не навязывать нашу точку зрения, не переубедить нашего собеседника. Также хотелось бы напомнить, что Муса Темишев является одним из основателей Войнавской демократической партии, если мне память не изменяет. И у него был самый первый членский билет под номером 1. Это очень важно. Поэтому, если Муса Темишев будет честен и откровенен с нами,
это многое до нас дойдет, и мы многое узнаем и подчеркнем из нашей новейшей истории, потому что он является современником всех событий. Муса Темишев, вам слово, а потом мы как бы приступим к тому, что мы договаривались. Вам слово. Значит, последний год-полтора вот, очень много пик было сломано, стульев сломано по поводу того, что был подменен пункт, вернее... Не переживайте, Муса Темишев, мы к этому приступим. Вы доверьтесь нам, и мы вас к этому приведем. Просто, если хотите, поприветствуйте наших слушателей, которые смогут нас слышать в будущем, а также те слушатели, которые пришли к нам сейчас. Да, спасибо за напутствие. Я вас всех приветствую, дорогие друзья, всех и друзей, и врагов, и всех, кто согласен со мной и не согласен. Вот, будем говорить откровенно. Я всегда проповедовал, когда писал статьи, когда говорил великую истину, с людьми, как с Богом говорить. Вот, поэтому я буду предельно откровенен, честен. Вот, и я всегда был таковым, как мне кажется, очень кажется. Вот, в общем, приступим, как говорится, к делу. Муса, смотрите, если даже многие наши слушатели вас знают, но когда мы будем выкладывать нашу сегодняшнюю беседу в форме интервью и такой расширенной дискуссии, многие, возможно, вас не знают, которые не являются этническими чеченцами, и те, которые не связаны с историей Чеченской Республики, а также нашей чеченской нации. Не могли бы вы, вот вы как человек, как бы вы хотели, чтобы вас люди узнавали, и как бы вы хотели представиться людям? Если хотите коротко, если хотите развернуто, это ваше право. Представьтесь, как вы хотите, чтобы вас узнавали люди. Пожалуйста, вам слово. Ну, я всегда был журналистом, остаюсь таковым. Представьте меня как чеченский журналист. С меня этого достаточно. Вот. Одно время я занимался большой политикой, но сейчас я отошел от большой политики, пишу мемуары, статьи свои. Вот. Ну, журналистика, как и медицина, профессия вечная. Поэтому я продолжаю заниматься журналистикой. Вот и все. Представляйте меня как чеченский журналист. Хорошо. Значит, вы хотите, чтобы вас люди признавали и принимали как журналиста. Муса, мы задаем вам вопросы, вы, как мы договорились, отвечайте, не отвечайте, пропускайте. Или можете говорить, что хотите, можете даже сохранять. Но не забывайте, мы также напоминаем всем нашим слушателям, что тот, кто приходит на интервью, на эту площадку, ему пощады никогда не бывает в плане того, что мы задаем все вопросы, хорошие, добрые, каверзные, какие бы они ни были, и наши собеседники, которые к нам приходят, они заранее не информированы про тот формат, в котором они будут работать. И Муса сейчас это поймет, и это он подтвердит. Муса, вот вы говорите, я журналист, мы вас поняли, мы вас принимаем как журналиста. А скажите, пожалуйста, где вы родились? На территории Чеченской Республики или вне территории Чеченской Республики? В Казахстане, в изгнании я родился, закончил там 4 класса, потом переехали в Грозный, в Грозном закончил 8 классов. После отличного окончания 8 класса вынужден был идти на работу и учебу продолжить в вечерней школе рабочей молодежи. Значит, работал на производстве, на разных производствах. В 70-м году поступил на очное отделение факультета журналистики, закончил факультет, работал в центральных газетах Союза. И в 1987 году, когда перестройка набирала темпы, когда можно было не волноваться, что тебя тут же расстреляют за крамолу, вот, я со своим другом Абу-Муслимом Садасаном с головой ушли мы в подпольную революционную деятельность.
Вот. Хорошо, смотрите, Муса, подождите, сейчас мы сейчас к этому придем. Мы ко всему придем. Вот вы говорите, я родился вне территории Чеченской Республики, Да. вы родились за пределами. Ваше детство, оно было наполнено лишений, горечи, нехваткой еды. Как к вам относились люди? Вас называли, вы чувствовали себя полноправным членом того государства на то время, которое называлось Советский Союз? Ну, трудности, конечно, были трудности, но у меня отец был немного такой деятельный, и очень больших трудностей, в отличие от многих других, наша семья не испытывала. Вот. Но трудности были, гонения были из-за моих хулиганских поступков. Отца моего однажды даже посадили, 3 месяца он сидел под следствием. Вот. Но это долгая история, отдельная история, очень поучительная. Понятно. Очень... Смотрите, значит, вы были непоседы. Просто для нашего широкого зрителя и слушателя, потому что нужно понимать, я объясняю, почему этот вопрос вам будет задаваться, вы выросли, вы родились на территории Казахстана, я так понял, да? Правильно? Да, Казахстана. Да, это очень важно, и поэтому мы вам задаем вопрос. Казахстан очень огромная страна, вторая после России в бывшем Советском Союзе. И все это, кто знает географию, не понимает. Там очень много разных климатических поясов. И география очень разнообразная у Казахстана. Вы жили в какой части? Не надо называть именно место, если хотите. Северный Казахстан, Южный Казахстан или Северо-Западный Казахстан? Я в станции Алга Актюбинской области. Там климат был резко континентальный. Летом собачья жара, зимой собачьи морозы. Вот, кто понимает, о чем речь, они сразу поймут, в каких условиях климатических жил наш уважаемый, дорогой гость. Тяжелое детство, заполненное лишениями, а также всеми теми проблемами, которые Муса Темишев может рассказать, но это не является сюжетом сегодняшней нашей дискуссии. Муса, вот вы вернулись в Чеченскую Республику. Вы помните те времена? Как вы, если хотите коротко, хотите объемно, широко. Когда вы возвращались на территорию Чеченской Республики, можете немножко рассказать нам? Я был ребенком, в 1957 году мы вернулись. Угрозам чеченцам буквально невозможно было пристроиться, нам создавали препятствия, и мы вернулись-то чеченцы не все сразу, а по чайной ложке, как говорится. Поэтому нас сначала было очень мало, местное население, русские, нас избивали там и так далее. Я был маленьким ребенком, мне приходилось ходить с ножом, чтобы защитить себя. Прошу прощения, Муса. Прошу прощения, сколько вам было в то время лет? Мне было 8 лет мне было. Вот. И, значит, даже мне, ребенку, приходилось ходить с ножом. Вот. Как чуть-чуть я сразу пускал в ход нож, потому что другого пути у меня не было. И в конце концов меня даже старшеклассники уже боялись, знали, что если что, я применю нож сразу. Вот. Хорошо. Обстановка была ужасная. Население было откровенно враждебное к нам. Вот. И в 1958 году даже возникло восстание. Там одного старика стал избивать демобилизованный матрос здоровенный. Этот старик вытащил нож и убил его ударом ножа. Самооборону он применил холодное оружие, не так ли, Муса? Да. Конечно, самооборона. Тот молодой здоровый бугай был. Вот, избивал его там чечен, проклятый, бандит там, и так далее. Вот. А этот старик был, там ему в то время там под 70 лет, говорят, было. Вот. Ну, тот вытащил нож и ножом его пырнул и убил. И сразу его тело там вынесли перед обкомом партии, расположили там, люди собрались. В общем, и практически весь город Грозный восстал. Там лозунги были, там, долой чеченцев, их обратно выслать, они бандиты, там, и так далее. Вот. Я даже помню по радио, центральному радио московскому, время от времени, через каждые полчаса, по-моему,
диктор все время призывал: спокойно, товарищи, там чеченцы не все там плохие, среди них есть хорошие, там 5-е, 10-е, там это. А потом как-то даже один из дикторов говорил: в Грозном возникло спонтанное восстание, Чечено-ингушский обком ушел в глубокое подполье. Вот такая была. Муса, мы знаем, что вы можете много рассказать об этих событиях, и это на самом деле важные исторические события, они задокументированы, и кто знает об этих событиях, они прекрасно об этом помнят. А также спасибо вам за то, что вы напомнили об этих событиях по возвращению в Чеченскую Республику коренного чеченского населения. А тогда еще один вопрос. Вот когда вы вернулись на территорию Чеченской Республики, на историческую родину, вы поселились где? Ваша семья поселилась где? А в городе Грозном или в каком-нибудь поселе именно нашей Чеченской Республики? В городе Грозном, в Октябрьском районе, в таком худосочном бараке, там 2 комнатушки у нас было. Вот, поселились там, ждали квартиру долго. Вот, на нас мало кто обращал внимание. Меня сестра отдала в интернат, 9-й интернат Старопромысловского района. Очень хороший интернат был, шикарный интернат. Я вот сейчас вспоминаю, там нас одевали, кормили шикарно. Учителя были великолепные, учили прекрасно. Я учился на круглой 5, всегда был на доске почета там и так далее. В общем, вот этот период моего детства, он у меня был очень счастливый. В лучших пионерских лагерях. Сейчас я быстренько экспресс-вопрос. Вот вы в интернате, когда находились, значит, целую неделю вы находились в интернате, на выходные вы возвращались к себе родителям, да, я так понял? Да, точно. И еще тогда вопрос по дополнению. А вот в этом интернате с вами было много чеченцев или были люди другой национальности? Чеченцев было мало там, ну, человек 10, наверное, в общем. В основном были другой национальности. Тогда смотрите, Муса, вот вы закончили интернат, я так понял, закончили школу, когда вы стали взрослым уже таким юношей, во время получения паспорта, у вас была городская прописка в городе Грозном или у вас не было? Или вам препятствовали, чинили какие-то препоны, чтобы не прописать вас? Или вас с легкостью прописали? Просто расскажите этот момент. Октябрьский район – это район Грозного. Прописка у меня была, поэтому в 16 лет я пошел на работу. Вот, тяжелая работа была там и так далее. В вечерней школе учился. Вот, тоже учился хорошо там и так далее. Закончил 11 классов вечерней школы и поступил в Московский государственный университет имени Ломоносова. Подождите, вы поймите. Мы должны показать людям ваш жизненный путь. Это очень важно. Подождите. Вы закончили школу, и вы захотели в Москву. Почему к вам пришла эта мысль поступать именно и стать журналистом? Как вы к этому пришли? Как вы приняли это решение? Или вас кто-то направлял? Можете объяснить немножко, наши слушатели? Ну, у меня было тогда наивное представление, что журналист может самостоятельно бороться за правду, за справедливость, а у меня вся жизнь, как и у всех чеченцев в то время, вот, проходила в гонениях, притеснениях. Приходилось каждый шаг отстаивать свою свободу, вот, свое достоинство. И мне казалось, будучи журналистом, я прям такие уж развернул такую деятельность, что во Вселенной налажу справедливость. Вот это, конечно, наивные были представления, но вот эту мечту я пронес до конца. В 70-м году поехал в Москву, сдал 4 экзамена на отлично и поступил. Этот момент очень важен. Муса, смотрите. Значит, вы как юноша сформировались, вы такой романтик, максималист, вы думаете, вот, посредством пера я смогу донести правду до широкой общественности, я смогу защищать свои права своих соотечественников, я стану журналистом. Вы поехали учиться. Вот в этот момент, я так понял, потому что вы, забегая наперед, сказали, что вы познакомились со своим другом. Вот когда и как вы познакомились с тем человеком, про которого только что в начале нашей дискуссии сразу заговорили? Объясните немножко подробнее. С Абу Муслимовым? Да. А с ним? Ну, он
тоже поступил на исторический факультет на 2 года моложе, ниже. Я был на 3-м, вернее, на 4-м уже курсе, а он поступил на 1-й курс исторического факультета. И в отличие от всех других студентов, которые там были, вот, он наиболее соответствовал моей ментальности, там, моим убеждениям. Поэтому я быстро с ним сблизился, и с тех пор мы дружили. Я у них бывал, он у нас бывал, там, и так далее. Я у них иногда неделями жил. Вот. В общем, я знал эту семью, это очень... Вас не слышно, Муса, вас не слышно. Значит... Сейчас слышно, говорите. Слышно, да? Вот. В общем, он поступил на исторический факультет, и его убеждения, они были созвучны с моими убеждениями. Вот. Поэтому я с ним сблизился, потом мы дружили с семьями. Вот. Очень порядочная семья, такая... В общем, учился он тоже отлично, великолепно. На 3-м курсе он немецкий язык знал в совершенстве. Я помню, на 3-м или на 4-м курсе он был. Там из ГДР была группа стажеров. Вот он среди них там цитировал Гёте, там Гейне. Они даже поражались. Они даже не знали вот, этого Гейне, Гёте, там Шиллера, как Сайд-Асан. Язык он немецкий знал в совершенстве. И, кстати говоря, диплом и диссертацию он, когда он писал, он больше ориентировался на первоисточники немецкие, чем на русские. Вот. В общем, ну, такой великолепный парень, чеченец был, полноценный. Был и есть. Да, понятно. Смотрите, Муса, вот вы, значит, с ним познакомились в Москве. До Москвы в Чеченской Республике вы с ним знакомы не были? Не был. Ну, исходя из ваших слов, вырисовывается такая картина, что это был молодой чеченский парень, который хотел учиться, познать этот мир, увлекался немецкой литературой. Ну, скажем, наш чеченский интеллектуал. Высокоинтеллектуальный молодой чеченский парень, который закончил университет имени Ломоносова. Я так понял? Да, закончил исторический факультет с отличием и сразу же поступил в аспирантуру экономического факультета. И этот экономический факультет, вернее, аспирантуру он закончил, через 3 года защитил кандидатскую диссертацию на уровне докторской. Там стандарт был 170-180 страниц, а его диссертация была на 360 страниц, как 2 кандидатские диссертации. Но в то время там ВАК, Всесоюзная аттестационная комиссия, не пропускала, не позволяла там сразу там защищать, минуя кандидатскую, докторскую, поэтому, в общем, да, он защитил кандидатскую, оппоненты все были за, обычно там из 5-6 оппонентов, там 1-2 бывает против, а его оппоненты все были восхищены объемом, содержанием его диссертации кандидатской. Вот. В общем, вот таким образом, ну, в общем, такой он был человек. Потом мы вместе с 78-й, нет, с 80... Смотрите, Муса, подождите, я вас перебил, прошу прощения, перебил. Чтобы восстановить хронологию, я прошу прощения. Смотрите, из того, что вы рассказываете, вырисовывается такой портрет психологический нашего дорогого Сайд-Хасана Абу-Муслимова, высокоинтеллигентный такой, высокоинтеллектуал, который защитил кандидатскую, чтобы защитить докторскую. 108 страниц до 360 страниц защитил, Всесоюзная аттестационная комиссия его пропустила. Ну, он умный человек, на самом деле. Очень интеллектуально развитый и подкованный. Он понимает, какие процессы происходят в Советском Союзе и, в принципе, должен в какой-то мере понимать, какие процессы происходят вне Советского Союза. Да. Хорошо. Да. Скажите, пожалуйста, вопрос.
В каком году конкретно он уже защитил свою докторскую и освободился от учебы и стал уже как бы дипломированным сотрудником? Ты знаешь, он так особо перерыва у него не было между защитой диссертации и работой. Ему предлагали, по-моему, в университете работу, но он не согласился. И тут вскоре мы договорились издать подпольную газету «Барт». Вот, в Прибалтике. Прибалтика тогда казалась нам... Да, подождите, вы должны отвечать, этот вопрос очень важный. Приблизительно, какие года? Это какие года? Нам очень важно. 87-й год, да, 86-й, 87-й год. Знаете, как вы поймете, я вас потихоньку, как бы сейчас вы поймете, почему мы задаем вопрос. Вы в то время уже закончили свое высшее образование, вы не пошли дальше по учебе? Я-то в то время работал в центральных газетах, корреспондентом работал. Уже закончили свою учебу, уже были на работе, понятно? Да, я был на работе, да. А он учился в аспирантуре. Закончил аспирантуру, защитил диссертацию, и мы вскоре оба окунулись в эту подпольную революционную работу. Я понимаю, вы хотите рассказать, я понимаю. Наши слушатели, все те, кто не чеченцы, а также чеченцы, которые не знают нашу историю, они должны понимать, с кем они имеют дело. Значит, вы уже закончив учебу, будучи профессиональным журналистом, поддерживали контакты с Саид Хасаном Абу Муслимовым, который продолжал учебу. Когда он закончил свою учебу, вы потихоньку, в силу ваших одних и тех же политических взглядов, именно национальной принадлежности, в силу того, что ваши права ущемлялись, вы как-то вот на подсознательном, на именно, можно сказать, культурно-генетическом коде решили все-таки защищать права своей нации. Я так понял? И вы решили заняться тем, чем вы можете. Создавать газету. Я так понял из ваших слов? А вы нас слышите? Муса, вы нас слышите или нет? Вас не слышно, Муса. Я слышу. Да, вот поэтому мы подали газета. Вот вы начали издавать газету. Это ваша первая такая политическая деятельность на территории бывшего Советского Союза. Приблизительно года 87 до 90, правильно? До 90-го года, да. Мы создавали газету «Барт». Сначала в Прибалтике, потом меня депутат наш Матет Сахасашвили познакомил с Гамсахурдия. Нам Гамсахурдия помогал еще тогда, когда он не был президентом даже. Вот. А когда стал президентом, он вовсю нам помогал издавать газету, там, деньгами помогал, еще кое-чем помогал. Вот таким образом мы, значит, занимались подпольной революционной деятельностью Саид Хасан. Да, это очень интересно, это очень важно, это очень-очень важно. Смотрите, вот вы занимались именно вот этой подпольной политической деятельностью. В то время Саид Хасан Абу Муслимов, он был светских взглядов, он придерживался именно национально-патриотического именно видения будущего своей нации. Или именно национально-патриотических взглядов он был, есть и остается. Он, конечно, как и я, верит в Аллаха, он мусульманин, я тоже мусульманин. Но мы с ним умеренные мусульмане, вот, и Богу Божье, кесарю кесарево, как говорится. Мы знаем, не что надо, оба... Не надо оправдывать, это ваше право, вы можете верить в кого хотите и как хотите. Хорошо, значит, излом истории, развал Советского Союза. В то время, где вы находитесь, когда Советский Союз начал разваливаться? Ну, мы скитались то в Прибалтике, то в Вильнюсе, то в Риге, то в Тбилиси. Вот. Издавали газету большим тиражом. Вы были все время с Хасаном Абу Муслимовым, я так понял, да? Вы с ним да, мы вдвоем издавали. Ну, да. Нам помогал Эндербиев, помогал Лема Усманов, помогал. Вы вернулись на территорию Чеченской Республики в каком году? Это очень важно. Это очень важно. Вернулись откуда? Да, Советский Союз развалился, Чеченская Республика декларирует свою независимость. И вот когда вы приезжаете в республику, вот опишите этот момент и какой год? 91-й, 90-й, какой год?
С 87-го, я же говорю, с 87-го года мы занимались этой революционной деятельностью. Но вы все время находились в скитаниях. Вы в Чеченской Республике В были? скитаниях, да, в скитаниях. Да. Но в Чеченской Республике вы заезжали часто, я так понял, да? Ну да, конечно, конечно. Вот вы эти процессы пошли революционные, и вы как вот познакомились, потому что очень важно именно этот политический билет номер 1, потому что это исторический факт, я так понял? У вас был этот первый политический билет? Да, у меня партийный, вернее, билет не Войнавской демократической партии номер 1, а я был одним из 12 членов президиума Общенационального конгресса чеченского народа. И у меня был номер 1. Я ошибся, я прошу прощения, я ошибся, это ОКЧ, Общенациональный конгресс чеченского народа. Да, я ошибся. Да. Я член президиума исполкома ОКЧ номер 1 был. Очень важно, это очень важно. Понимаете, для наших слушателей это Общенациональный конгресс, это справка от редакции, Общенациональный конгресс чеченского народа. Все представители со всех государств в то время, входивших в Советский Союз, именно чеченцы, приехали на историческую родину и провели этот конгресс. И хотелось бы просто вопрос. Вы всех этих людей, которые приехали на этот конгресс, вы уже как-то более, ну как бы раньше знали, или вы со многими потом познакомились на месте? Просто этот момент тоже очень важен. Ну, я за других не могу отвечать. Я, например, не знал подавляющее большинство гостей. Заочно там знал я Гуги, известный житель Америки. Его я знал так понаслышке. Вот, еще там кого-то. Но в основном, ну там было много-много из Америки, из Иордании, из Сирии, из Турции. Я никого не знал. Там я познакомился, правда, с некоторыми из них. Смотрите, Муса, значит, вот эти все чеченцы приехали, ну, как бы посланники чеченской нации, общин, на территорию, в то время освободившейся от русского колониального гнета, именно так и надо называть своими именами, в столицу нашей родины, Чеченскую республику, город Грозный, приехали. Вы являлись по факту, потому что у вас первый партийный билет ЧН, и организатором этого общенационального конгресса чеченского народа, я так понял, да? Вы слышали наш вопрос? Вы являлись также и организатором этого общенационального конгресса? Организатором обязательно являлись, обязательно, все непременно. Мы с Татарстаном были главные организаторы. Яндербиев, там остальные у нас путались под ногами, если быть откровенным. Понятно. Смотрите, и сразу мы уже как бы приходим к тому, как бы, ну, мы подходим к тому, к чему мы и хотели как бы подойти. Вот во время знаменитого выступления тогда генерала авиации Джохара Дудаева, вы присутствовали в здании цирка или нет? Ну, конечно, конечно. Я руководил так нелегально ведущими, там, давал им указания, там, кому давать слово, кому не давать, там, и так далее. Конечно, я участвовал. Обязательно. Да. Муса, смотрите, опишите ваши ощущения. Была ли у вас такая эйфория? Наконец-то я освободился, я стал человеком. Или вы думали, да, мы как бы освободились, но это длится будет. Ну, вот ваши ощущения, вы в то время все-таки были более-менее молодым человеком, и ощущение того, вот, моя нация освободилась. Просто опишите ваше состояние, какое было состояние у людей, вот, если можете, конечно. Ну, дело в том, что конгресс проходил в 90-м году, еще Советский Союз был, там все органы были на местах, там КГБ, АБВГД, все органы. Поэтому ощущение было, конечно, что мы взялись за рукоять меча, вот, но махать им придется очень долго и кроваво. Такое полуобреченное состояние было, но я был в эйфории, и все мы, по-моему, были в эйфории. В то время все-таки мы имели уже возможность заявить о своем желании быть свободными. И когда в первый день съезда, там съезд был 2 дня, значит, перерыв, обеденный перерыв
мне предложили познакомиться с Дудаевым, я отказался знакомиться с ним. Мечки Дудаев, из-за до Хакаюш, Иена Боша. Нах Дитеркиш. Потом генерал, если бы он не был стукачом, его не пропустили бы генералы там. Вот такие слухи были. Поэтому я отказался даже с ним знакомиться. И потом уже он выступил, ну, мы ему дали 7 минут на выступление. Он выступил с такой шикарной речью, там, чеченцам нужен суверенитет, как и любому другому народу. Иногда говорят, на нас пошлет, Москва пошлет танки, но под танки лечь можно там и так далее. В общем, произнес такую речь, и я стал сам себя, ну, не осуждать. Думаю, он такой оказался. У меня сразу, я так на волнах памяти, там, Измаил Бей Лермонтова, там, поэму, там, ушел в этой поэме, там, молодой чеченский мальчик во время Кавказской войны был увезен в Петербург, и там воспитан, там, в офицерском этом, и когда он вырос, стал офицером, узнал, что черкесский народ воюет, он приехал на родину и возглавил восстание черкесов. Я сразу, вот, у меня в мыслях вот эта параллель, я так подумал, он, видимо, всю свою жизнь посвятил тому, чтобы прорваться к какой-то там власти, да, и принести пользу своему народу. Я тогда сам уже к концу первого дня сам к нему подошел, извинился даже перед ним. Там есть свидетели живые. Жахар, я был о тебе плохого мнения. Вот, из-за уже Диксак дал дуквах, из-за уже Ила Белосон, вот, мы все были восхищены его этим, и у меня сразу возникла мысль, хорошо бы его втянуть, поскольку он стопроцентный патриот, как я понял, втянуть, значит, исполком, который мы намечали на этом съезде, выбрать. Вот. Но это уже отдельная история. Мы его из гостей, он был гостем, я дал указание Махадевери, по Гудермесскому избирательному округу руководитель, я ему дал указание, чтобы он быстро подготовил документы и сделал его делегатом, чтобы мы имели возможность его избрать в исполком. Вот таким образом мы его избрали в исполком, а в исполкоме на заседании мы его избрали в президиум. И уже на заседании президиума избрали председателем. Вот. Ну, мы надеялись, что он будет там боевым слоном, там, расправиться с нами, там, ну, кто я такой был, или Яндербиев, или Сейд Асан, обыкновенный смертный, там, нас мало кто знал. На мне висело уголовное дело, я там фельетон написал на муфти Северного Кавказа, Тасюли Верх муфти, развратник. Вот. И на меня возбудили уголовное дело за клевету против этого муфтия. Вот. Ну, вот такие мы были все. А этот генерал, его посадить будет трудно, убить будет трудно. Вот. И мы, в общем, избрали его председателем, он согласился, к счастью, сразу же. Вот, мы его избрали. В общем, такое дело. Дальше вопросы. Я жду вопросы. Смотрите, вот вы описываете те события, вырисовывается такая картина. Вы относились очень скептически к персоне генерала Дудаева, потому что он был женат на неэтнической чеченке. И, как мы знаем, очень много было всегда слухов, что те чеченцы, которые женятся не на чеченских девушках или женщинах, которые связывают себя с узами брака этническими русскими женщинами, они фактически являются агентами в то время КГБ, а потом ФСК, а также ФСБ. Эта версия имеет место быть, но в данном случае это было неправдой. Потом, во время его знаменитого выступления, вы прониклись к нему симпатией и стали себя даже корить
И говорит, как я мог так подумать, подошли, познакомились, извинились. И для вас это стало такой, ну, Джохар Дудаев стал такой персоной, который олицетворял и был воплощением именно вашей борьбы за право чеченской нации, за его право иметь свое независимое суверенное государство. Да, да, После так этого, после этого вы продолжили свою борьбу. Понятно, потом у вас были у вас было потом несогласие, вы вошли в какую-то, не можем мы сказать, что конфронтацию, но у вас были позиции разные, вы отошли потом от действующей в то время власти, это мы тоже знаем. Мы как бы этот момент пропускаем. Начались боевые действия. Россия напала на независимое суверенное чеченское государство в 1994 году. Правильно? Вот в то время вы уже находились вне территории Чеченской Республики. Мы так понимаем. Правильно или нет? Да, я в то время уже был выдавлен. Я поссорился и с Дудаевым, и с Яндарбиевым. Вот. И я был выдавлен из республики задолго до Первой войны. Хасан оставался в контакте с действующей властью или нет? Вот Саид Хасан Ибрагимов. Как? Вы были выдавлены. А вот Саид Хасан Ибрагимов, он оставался в контакте с действующей властью или нет? Не Ибрагимов, Абу Муслимов. Да, прошу прощения. Да, Абу Муслимов. он оставался, он был членом парламента. Хорошо. Но первым председателем парламента Чеченской Республики был Хусейн Ахмадов. Правильно? Вот по памяти я говорю. Да, Хусейн Ахмадов. Такой мужчина с лысой головой. С лысой у него была бритая голова. Головой. Первый, это очень важно подчеркнуть, первый председатель Верховного Совета независимой Чеченской Республики. Хусейн Ахмадов. Мы отдаем ему честь и дань памяти. Да, Газов был дальше. Он, первый был председатель парламента. Был очень умный, очень принципиальный. Человек чести и совести. Правильно, Муса? Да, совершенно верно. Совершенно свидетельствую. Я его тоже неплохо знал. Очень принципиальный человек был. И фундаментальный ученый был. Ну, правильно. Смотрите, вот вас выдавили, вы находитесь вне территории Чеченской Республики. Произошла война. Потом в 96-м году русские уходят с территории Чеченской Республики. Вы возвращаетесь в республику или нет, Муса? Нет, не возвращался я. Дело в том, что когда произошли выборы, я тайно 2 дня был в Грозном. В Грозном встречался тет-а-тет с Масадовым. Вот. И я ему сказал, значит, чтобы он в правительство не набирал там этих полевых командиров там, и так далее. Они свое дело сделали как воины. А в правительство надо набирать специалистов. Вот. Ну, он так выслушал, так кивал головой, но они тоже принимали участие, они должны быть у руля там и так далее. В общем, я понял, что вот эта братва там, некоторые из них с уголовным прошлым, не специалисты, там, допустим, хороший полевой командир, он может быть абсолютно непригоден к госслужбе. На госслужбу надо набирать всегда специалистов. Там кадры решают все. Вот. А он взял всех полевых командиров, ввел в правительство, Басаева первым заместителем, ему отдал в руки всю экономику, там Гилаеву отдал строительство, еще кому-то, еще что-то. Вот. И в такой обстановке возвращаться я счел для себя невозможным. Вот. Смотрите, Муса, с ваших слов выходит так, вырисовывается такая картина. Вас приняли, вас выслушали, но не услышали. Вы это поняли, и вы поняли, что вам там не место. Но одновременно с этим ваш старый друг и товарищ Саид Хасан Абу Муслимов являлся в то время очень активным участником переговорного процесса между Чеченской Республикой и Российской Федерацией. И он входил в узкий круг
такой доверительный круг Зелимхана Яндарбиева. Мы так понимаем эту ситуацию или нет? Да, он был вице-президентом при Яндарбиеве. И все вот эти вот Кто его договора... назначил? Прошу прощения, кто его назначил вице-президентом? Вот интересный этот момент. Ну, сам президент, исполняющий обязанности президента, этот Яндарбиев, предложил его и настоял. Он несколько раз отказывался, но его буквально вынудили. Потому что Яндарбиев никому не доверял. Вот, и упросил его, чтобы он стал вице-президентом. Вот таким путем он не по своей воле стал вице-президентом и был вот весь этот срок 7 месяцев, по-моему, до выбора Масхадова. Президентом был вице-президентом. Вот. Ну и Масхадов его уважал, там, с ним советовался, как мне потом рассказывали другие. Да и потом все тексты договоров между Россией и Чеченской Республикой составлял именно Абу Муслимов. Там его подпись стоит, то есть все документы он составлял. А вот эти Закаев, там все остальные, это просто создавали фон. Вот, они... Смотрите, Муса, вот во время временного исполнения обязанностей президента вследствие террористического акта и убийства первого президента Чеченской Республики российскими террористическими бандами, российскими террористическими вооруженными формированиями на территории независимой Чеченской Республики, которая в то время была оккупирована этими же бандами, российским террористическим образованием, Саид Хасан Абу Муслимов был вице-президентом по указу Зелимхана Яндарбиева. Избирается президент Масхадов на свободных демократических выборах под бдительным наблюдением ОБСЕ и других международных организаций из цивилизованного мира, напоминаем, западного мира. Не арабские, какие-то турецкие там страны, исламские, а именно из цивилизованного мира, свободные демократические выборы, избирается президент Масхадов. В то время Саид Хасан Абу Муслимов потом во время президентства Масхадова занимал какую должность? Вы знаете или нет? Он, по-моему, я с Абу Муслимовым давно не связывался. Нет, он не занимал никакую должность. Он, по-моему, даже отказался баллотироваться в парламент даже. Ему предлагали быть вице-президентом при Масхадове тоже. Но он тоже от этого отказался. Ему были предложения, говорят. Тогда он Арсана Ваху взял вице-президентом. В общем, вот такие дела. Но я уже в то время мало общался с Абу Муслимовым. У вас просто разрыв, и в то время не было таких возможностей, как сейчас, интернет, телефон, мы понимаем, вы с ним не были в таком уже контакте в прямом, но поддерживали дружеские приятельские отношения, но в контакте, как сейчас, вы не были. И вы в то время были вне территории Чеченской Республики, а Абу Муслимов, с ваших слов, выходит, не был на государственной службе. Мы вас правильно поняли? Да, по-моему, он не был на государственной службе. Я у него не спрашивал. Он сейчас очень болен. Не важно, не надо о его состоянии, это мы не будем о нем говорить в таком формате. Хорошо, вот вы потом, как вы знаете, вы являетесь все-таки свидетелем этих исторических событий. Чеченская Республика во время президентских выборов Аслана Масхадова, ну и других кандидатов, она основывала, вообще эти выборы основывались на Конституции от 1992 года. Правильно? Да. Это является основополагающим, фундаментальным, базовым документом нашей Чеченской Республики. И у меня сейчас в руках Конституция 1992 года, я всегда буду читать, Муса. Вы знаете, что мы очень серьезно подходим к нашим слушателям, и к нашим гостям, и мы всегда ссылаемся и работаем с документами. Здесь написано: постановление парламента Чеченской Республики, город Грозный, 12 марта 1992 года, номер 108 о порядке вступления в силу Конституции Чеченской Республики. Эта Конституция Чеченской Республики является основным базовым документом независимого суверенного чеченского государства. Президентские выборы, а также парламентские выборы после Первой войны с Российской Федерацией на территории Чеченской Республики под наблюдением ОБСЕ и других международных организаций основывались и базировались на этой Конституции. Вы знаете, и мы все знаем, что чеченское
государство или власть, скажем так, власть именно, которая осуществляла бразды правления на территории Чешской Республики, взяла крен именно в сторону исламизации, так называемого исламского права шариата. Это было так или нет, Муса? Это было так, но надо возвратиться в 92 год, чтобы осветить этот вопрос. Дело в том, что крен на шариат был взят почти с самого начала. Жахар организовал комитет, как же он назывался? Конституционный комитет во главе с этим Имаевым. Это бывший прокурор, генеральный прокурор. Да, генеральный прокурор и министр юстиции там, и так далее. Вот он был во главе этого комитета. И этот комитет разработал конституцию шариатскую, сугубо шариатскую. Там даже были там прописаны там, за воровство руку отрубать там, и так далее. В общем, самую мракобесную конституцию, проект конституции этот комитет разработал. И этот проект был представлен парламенту, первому парламенту еще. И парламент решительно отверг этот вариант, который был представлен ставленником Дудаева, Имаевым, Османом Имаевым, потому что это слишком мракобесно было. Вот. И приняли вот эту вот конституцию, которая сейчас у тебя на руках, как говорится. Вот. И так, Шолову, значит, нажим на то, чтобы в республике был шариат, он не продолжал, он продолжался. Парламент сопротивлялся, вот, а давление продолжалось. И дело дошло до того, что в октябре, по-моему, 93-го года, старшие должны помнить, был громадный митинг, там больше 500 000, наверное, человек было. Там вся площадь, там мосты, улицы, все было запружено народом. И вот эти вот там несколько бородачей, наших стариков, значит, выступали там, требовали шариат надо немедленно, Бог. Вот, на митингах требовали шариат. Вот. А именно вот этот Абу Муслимов, кстати говоря, пытался разъяснять на этом митинге, что шариат просто так объявлять нельзя, надо быть готовым к шариату, надо иметь богословие, люди должны быть подготовлены к шариату. Религиозная безграмотность у нас, мы не знаем, что такое шариат. Если мы сейчас примем сразу шариатское государство, правление, то много будет ошибок, много крови может пролиться, Бог. И Абу Муслимов убеждал и на митинге, и статьи у него есть, я как-нибудь опубликую его статьи по этому поводу. Вот. Ну и однажды, 18-го, по-моему, апреля, в общем, число я сейчас не буду, я сам забыл, во время заседания парламента огромная толпа во главе с одним депутатом парламента, который ныне корчит из себя демократа, не буду сейчас пока его называть. Тут так не пройдет. Здесь очень серьезные люди сидят. Если возможно, назовите его имя, фамилию все-таки. Я в вашей серьезности не сомневаюсь нисколько. Ну, в общем, во главе с этим депутатом парламента они вошли и, в общем, ну как, я... Вы не называете его имя, да, я так понял? Вы его не называете. Если не хотите, не называйте, просто мы вам перезадаем вопрос. Если есть возможность, назовите. Я скоро сделаю отдельный ролик, в котором я назову его обязательно. Хорошо, ладно, продолжайте. И это самое, как я провел, собственно, журналистское расследование по этой теме. Я вот эти несколько месяцев занимался там.
беседовал там со своими соратниками, там, с бывшими депутатами, там, я многое узнал, новое для себя даже. И вот, как мне рассказали очевидцы, вошли, в общем, огромная толпа озверелая вошла в парламент, и этот депутат парламента указал, вот, ишбук да дюгал, шар дюгал, шар маватки бош, ишбук алды. В общем, указал на парламент, в общем, и они там стали угрожать им смертью там и так далее. Прошу прощения, я вынужден вас перебить, прошу прощения, просто 1000 извинений. Это какие года, вот вы расскажете сейчас вот это про парламент? 93-й год, я вам Что, говорю. продолжайте. 93-й год. И вот под нажимом, ну там могла пролиться просто кровь в это время, да, вот, озверелые там, вооруженные были люди там и так далее, да, и во главе с этим депутатом парламента, который указательным перстом указывал на членов парламента и говорил, вот они против шариата. Вот, и они заставили парламент принять поправку, как же она называлась, такая мягкая формулировка была, государственная религия Чеченской Республики, ислам, вот что-то такое, да, вот впервые тогда, в 93-м году именно, вот, под напором озверелой толпы, вот, парламент принял. Прошу прощения, но она не фигурирует, эта поправка, в основной редакции Конституции Чеченской Республики, потому что у меня здесь Конституция, такого нету, такой поправки здесь. Понимаете, о чем я говорю? Нет, конечно, нет, тогда не было. В 92-м году никакого шариата и вообще о религии там речи не шло. Ведь это потом уже, я же вам говорю, что нажим был постоянный, вот, провокаторы работали денно и ношно, да, и стариков поджучивали. Вот. Моего дядю там, Саненчич, там, он там, ему замечал, сагалдох, тимиш хапури, и бехеш, там, изи важибо. Я еле скрывался, да, от своего дяди. Да, то есть напор шел тотальный. Я не знаю, кому это надо было. Вот. Но в 93-м году был первый напор, потом в 96-м, по-моему, это надо будет еще уточнить. В 96-м вы правы, это было в 96-м, да. Говорите, Да, в 96-м году несколько этих полевых командиров тоже, да, которые не знают ни А, ни Б, там, очень далекие от теории государственного права, там, приняли там решение объявить шариатское государство. Вот, первую поправку, вернее, вторую уже поправку там они сделали. Потом в феврале 99-го года опять же эти половые командиры, да, и давили на Масхадова, чтобы он объявил, и буквально под давлением, да, обстановка была на грани кровопролития, чтобы этого кровопролития не было, Масхадов вынужден был объявить шариатское правление в феврале 99-го года. Вот таким образом. Вот. Ну, что самое главное, я хочу вам заметить, вот к изменению Конституции, к подмене вот этой 6-й статьи, Абу Муслимов не имеет... Четвертая, да. Статьи Абу Муслимов не имеет никакого отношения абсолютно. К нему имеет отношение Идигов, Яндербиев, отчасти Басаев, Гилаев, вот это братья. А Сайд Асан всегда говорил, что и при мне говорил, он и после меня говорил, что надо, чтобы ввести шариат, мы должны быть готовы к шариату. Сейчас надо построить светское государство. Давайте сделаем первый шаг
вот, по земным законам, а потом уже будем думать дальше, как быть дальше. Он решительно против был всегда. У него специальная статья была за 92-й, по-моему, год, знаменитая его статья, тоже его ругали за это, где он говорит, обосновывает, что надо построить земное, обыкновенное правовое государство сначала, а потом там дальше будет видно там и так далее. Ну, и вот эту статью тоже я опубликую, да, Аллах. Вот такая ситуация. Хорошо, Муса, вы видели, мы вас специально не перебивали, именно когда важные моменты, потому что эта хронология, она должна как бы рассказана, какие процессы происходили. Но чувствуется, смотрите, я вам скажу, как есть, чувствуется, что вы выгораживаете все-таки своего лучшего друга детства, скажем так, юности, Саид Хасана Абу Муслимова. Но мы знаем, я что... его Сейчас, не переживайте, мы вам дадим слово, не переживайте, Муса. Но мы знаем, что Саид Хасан Абу Муслимов являлся самым близким и доверенным соратником Зелимхана Яндарбиева. Это факт, потому что ваш покорный слуга все эти процессы видел своими личными глазами. Возможно, он не причастен, а возможно и причастен, потому что вы там не были. Но мы всегда даем возможность вам, конечно же, занять ту позицию, которая выгодна для Саид Хасана Абу Муслимова. Хорошо, смотрите, давайте мы сделаем так. Подожди, дай я перебью на секунду. У него с Яндарбиевым Зелимханом постоянно были трения. Постоянно у него были трения. И я его не выгораживаю, он не нуждается в выгораживании. Я говорю истину, как она была, как она есть. Он не причастен абсолютно к изменению. Он всегда был за Сунха Маха. Мы постоянно все эти годы обсуждали, как нужно там и так далее. И я, и он, и еще там наши, там Салама Бог Савер, он при штурме этой Майкопской бригады Газот погиб. Вот мы там 5-6 человек всегда говорили, что государство должно быть правовое просто, земное государство надо. Согласно теории государственного права, и построить с разделением ветвей власти там и так далее. И потом уже, если общество созреет для принятия ислама там и так далее, саламом дахалхны газу, к сожалению. Я знаю, как он мыслил, и я читал его статьи. В то время я был в Москве, но я читал его статьи, где он опять обосновывает необходимость построения земного государства, светского государства. Я его не выгораживаю, абсолютно. Закончили, Муса? Закончили? Да, я закончил. Да. Мы, редакция этого канала, а также ваш покорный слуга, не ставит под сомнение то, что говорите вы. Мы вам донесли видение со стороны, так получается, видно со стороны такое, знаете, видение создается, что вы стараетесь его выгородить. Мы как бы это озвучили. А мы под сомнение то, что вы говорите, мы не ставим. Это ваше право говорить, что вы хотите. Вы историческая личность, вы рассказываете про свою жизнь, а также про своих друзей. Это ваше право. Хорошо. Муса, знаете, что мы сделаем сейчас? Мы зачитаем статью 4 Конституции Чеченской Республики, потому что очень важно знать, о чем мы говорим. Вы не против, Муса, что мы зачитали эту статью? Нет, конечно. Дорогие друзья, статья 3. Это очень важно, потому что 3 статья, она очень важна, поэтому мы акцентируем все-таки внимание на эту статью, хотя речь идет о статье 4, но здесь важна статья 3 тоже. Статья 3 Конституции Чеченской Республики, которая была принята, сейчас мы прочитаем, 12 марта 1992 года, еще раз повторяю, номер 108. Хорошо, парламентом Чеченской Республики одобрено и принято. В ней говорится в статье 3, человек является высшей ценностью и главной целью политики государства. Чеченская Республика уважает и охраняет права человека, обеспечивает равные возможности для свободного развития личности, гарантирует социальную справедливость и защищенность личности.
Права человека в Чеченской Республике обеспечиваются в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права. Это очень важно. Потому что Чеченская Республика, она всегда все свои законы принимала и базировалась, и основывались они на принципах международного права, именно цивилизованного международного права. Да, да, да. Теми странами именно цивилизованы не диктаторскими режимами, не исламскими, не другими какими-то авторитарными, а именно цивилизованным западным миром. И поэтому это было очень важно. Поэтому мы зачитали эту статью принципами и нормами международного права. Сейчас мы зачитаем статью 4, потому что это очень важная статья в Конституции Чеченской Республики, которая была заменена вот этими всеми так называемыми политическими деятелями, горе-деятелями, которым они провозгласили, что основополагающим законом Чеченской Республики является Коран и Сунна. Это нонсенс. Если вы говорите в Конституции, закрепляете это в базовом фундаментальном документе государства, что законом является Коран и Сунна, то все другие статьи, они отпадают, они не имеют никакой силы. Они не могут действовать, потому что Коран и Сунна не предполагают никакого другого видения вещей, кроме так называемого шариата, который построен на хадисах. Тоже в какой-то мере и в частности. Так, зачитаем статью 4. Статья 4 Конституции Чеченской Республики от 1992 года. Государство, его органы и должностные лица служат всему обществу, а не какой-то его части. Оно способствует консолидации всех социальных слоев и групп, наций и народностей Чеченской Республики на основе социальной справедливости, гражданского согласия и мира. Демократия в Чеченской Республике осуществляется на основе политического и идеологического плюрализма. Для тех, кто не понимает слово плюрализм, это значит много может быть мнений, зрений, и путем договоров люди приходят к какому-то общему согласию. Плюрализм это называется. Мы это объясняем, потому что многие наши чеченские слушатели нехорошо знают русский язык. Поэтому мы обязаны это объяснять. Продолжаем. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве официальной идеологии. Повторяем фразу, это очень важно. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве официальной идеологии. Партии и иные общественные объединения создаются и действуют в рамках Конституции. Запрещаются политические партии и иные общественные объединения, которые пропагандируют, заостряя ваше внимание, это очень важно, расовую, национальную, социальную, религиозную, классовую вражду, призывают к насилию и неспровержению конституционного строя. Не допускается создание деятельности политических партий в государственных органах, вооруженных силах, а также на государственных предприятиях и в учебно-воспитательных заведениях. Решения партийных организаций не могут иметь обязующей силы для государственных органов, государственных учреждений, организаций и предприятий, их работников при выполнении ими служебных обязанностей. Религиозные объединения отделены от государства, самостоятельно управляют своими делами и действуют независимо от его органов. Государство поддерживает общественно полезную деятельность религиозных объединений. Закон определяет порядок регистрации общественных и религиозных объединений, а также политических партий и движений. Политические партии и движения, общественные и религиозные объединения, зарегистрированные в установленном законном порядке, обладают правами юридического лица, свободно пользуются и распоряжаются принадлежащими им сооружениями, иным имуществом и фондами. Долг всех граждан, общественных объединений и средств массовой информации укреплять авторитет государства, с уважением относиться к его атрибутам и символам. Конец статьи 4 Конституции Чеченской Республики. Как мы видим в этой статье нашей Конституции Чеченской Республики, все четко, ясно, фундаментально, концептуально, канонически расписано. Эта статья, она не может не изменяться,
она не может не заменяться. Но каким-то чудесным образом так называемые наши горе-политики, хотя, в принципе, они не являлись нашими, они были не нашими политиками, они заменили эту статью на ту статью, которая сейчас висит. Мы не будем делать рекламу, но мы все-таки назовем сайт Чечен Пресс, который работает на так называемого председателя Кабинета министров Чеченской республики Ичкерия в изгнании Заки Ахмада, который сам, по сути своей, является шариатчиком, русским православным Ахлу-Сунна ва Аль-Джама шариатчиком. В этой конституции, которая вышла на этом сайте, вы можете пойти проконсультировать. Статья 4 полностью заменяет, там написано: Коран и Сунна является основополагающим законом чеченской нации. Вы представляете? Ни в одном государстве, кроме вот этих вот арабских и так называемых вот в Африке шариатских государств, Коран и Сунна не являются основополагающими документами, потому что это религиозная идеология. Но каким-то чудесным образом эти люди после 96 года изменили нашу конституцию и внесли эту поправку. Заменили эту статью вот этой вот статьей. Муса, вот что вы скажете на это, по этому поводу? По вашему мнению, исходя из тех сведений, которые у вас есть, кто мог этим заниматься? Вопрос-ответ. Я вам сразу рассказал о том, что Жохар создал Конституционный комитет во главе с этим Имаевым, да? У них был один проект. Слышно, сейчас слышите? Слышим, да, говорите. Этот имаевский вариант, имаевско-дудаевский вариант проекта был отвергнут парламентом. Был отвергнут, и несколько парламентариев, в том числе Абу Муслимов, Бек Межидов, я знаю точно, и, в общем, несколько вот депутатов, в том числе Саид Асан, составляли именно вот то, что ты сейчас зачитал. Проект Конституции 1992 года. Они, именно эти депутаты, в пику имаевскому варианту вот, написали текст вот, шведской Конституции. Именно они. Абу Муслимов, Бек Межидов, этот Ихван Гириханов, как бы вы к нему не относились, вот, он очень сильный юрист, он тоже принимал участие. Вот они приняли именно вот этот вариант, который ты зачитал. Вот. А Закаев был главным закоперщиком объявлений шариата. Он в здании драмтеатра создал, там был кабинет у него, там создал комитет по подготовке, там, по внедрению шариата в республику, в общем, как-то он назывался комитет, возглавил этот комитет и был ярым, остервенелым буквально шариатчиком. Вот. А ныне трудящийся Востока, как писали Ильф и Петров. Вот. Бывший шариатчик, а ныне трудящийся Запада, вернее. Сейчас он демократ номер один, косит под демократа. Тогда он был шариатчик номер один. Конкретно он, Идигов, Яндербиев, вот они. Вот. А им в пику был Хусейн Ахмадов за светскую конституцию, Абу Муслимов, Бек Межидов, ныне живой, здравствующий, который может подтвердить мои слова. Вот. Так что вы в некоторых вещах дико заблуждаетесь. Кто-то вводит вас в заблуждение специально. Вот. Я чуть попозже вам скажу, почему. Я еще до конца исследую этот вопрос и скажу. Потому что, например, уж кому-кому, а придраться к Беку Межидову, например, или к Абу Муслимову, ну, просто невозможно. Это кристальные два депутата были. Вот. Но, тем не менее, на них льет грязь. Вот. Я знаю, кто льет. Мне надо сейчас выяснить, почему льет, вот, мотивы, ситуацию. Вот тот проект, который ты сейчас зачитал,
коллега. Вот этот проект был составлен вот, Беком Межидовым, Абу Муслимовым, ну и так далее. Вот. Смотрите, Муса, исходя из ваших слов, исходя из вашего рассказа, первые поползновения пошли именно с 93-го года, потом первая война с Российской Федерацией, потом это группа так называемых политических деятелей во главе с Яндарбиевым, там был Басаев, там был Гилаев, там был Закаев, я так понял, да, и еще Ахят Идигов. Они все-таки продавили эту поправку, и она была принята. Таким образом, они заменили основополагающую статью именно, ну, основополагающие они все, но самое, как бы, в этом плане, именно в идеологическом плане, 4-ю статью на эту поправку. Таким образом, они на законодательном, так называемом, по их мнению, уровне закрепили, что основополагающим документом чеченского государства является Коран и Сунна. Потом в 99 году, под давлением всех этих мусульманских, но на самом деле финансируемых Россией групп, именно вот этих джаматов, которые нам в Чечню закидывались российскими спецслужбами, все вот эти вот иорданские так называемые чеченцы без роду, без племени Фатхи и другие арабы, которые потом за ними потянулись с подачи и по указке из России, Лубянки и Москвы, они все-таки продавили и заставили законно избранного президента Чеченской Республики, ныне покойного, убитого российскими террористическими бандами и спецслужбами Аслана Масхадова, принять полное шариатское право в 1999 году. Все-таки была эта группа, которая... Да, говорите. Они все-таки продавили. Да, говорите. Еще одну тайну открою. Именно Ахят Идигов, после того, как этот Масхадов объявил шариатское правление, именно Идигов его предупредил, что он совершил глупость большую. Ты сам под собой сук рубишь, Ахят Идигов стал против. Вот. Вначале он был за, но, видимо, там в течение этих нескольких лет в нем произошли какие-то метаморфозы, и он пришел к выводу, что шариат вводить рано. И он, как некоторые мне сказали, несколько человек, что Ахят Идигов, наоборот, был против внедрения шариата. И Аслану Масхадову он сказал: зря ты объявил, ты рубишь сук под собой, Вот. Этот момент тоже надо учесть. Но почему сегодня этот политический так называемый деятель, а на самом деле живой политический труп, мы будем вечно называть своими именами, не говорит на эти темы и не раскрывает карты? Как вы думаете, что его сдерживает? Не знаю. Когда рыльца в пушку, трудно говорить. Я не знаю даже, как это объяснить. Ведь правду признавать трудно всегда. Вот. Люди обычно упорствуют до конца, даже зная, что он не прав, упорствуют. И в этом главная беда этих людей. Вот если ты совершил там ошибку, надо ее признать сразу. Вот. И душе будет легче, и в будущем не будешь допускать ошибок. Ну, многие до конца пытаются там не признавать своих ошибок, там, настаивать на своих ошибках. Не знаю, у меня нет объяснений этому. Хорошо, Муса, и последний завершающий вопрос. Чувствуете ли вы за собой хоть какую-то вину, а если не вину, то хоть какую-нибудь ответственность за то, что происходило в то время в Чеченской Республике? Я считаю себя очень большим преступником, государственным преступником я себя считаю, потому что сейчас я ретроспективно там, отматывая назад события, я знаю, точно знаю, что если бы мы не совершили государственный переворот
1991 году и оставили бы на месте Верховный Совет во главе с Завгаевым, то кровопролития не было бы. Я просто уверен в этом, потому что Завгаев при всей своей там, при всех своих недостатках, он был дитя своего времени, вот, партийный деятель, взяточник был там и так далее, но он был хитрый, у него были огромные связи в Москве. Вот, он смог бы там кого-то уговорить, кого-то умаслить, кого-то подкупить, но он не допустил бы войны. И 300 тысяч человек не было бы убито, если бы мы не оставили, если бы мы оставили на своем месте Завгаева. Вот. А в свержении Завгаева я сыграл, к великому моему сожалению, выдающуюся роль. Исключительно выдающуюся роль. Вот. В этом мое главное преступление. Вот. Я всю оставшуюся жизнь буду каяться в этом. Я закончил. Да, хорошо, смотрите, Муса. Значит, исходя из ваших слов, выходит, что судьба всего чеченского народа, всей чеченской нации, многовековая история чеченской нации в его борьбе за независимость с оккупантом в лице России могла решиться одним человеком, Завгаевым. Я думаю, что вы все-таки переоцениваете все-таки эту личность, потому что ни одна личность не может решать ход истории и волеизъявление народа и нации в его порыве и стремлении к свободе. Никто не может решать за нацию. Понимаете, о чем речь? Это ход истории. Нет, я же не о том. Я личность эту знаю лично, с ним встречался там и так далее, беседовал. Это, в общем-то, личность Пашиба чуть ниже среднего. Я его не переоцениваю. Я говорю, он был хитрый, он был партократ, он знал все ходы-выходы, все, большой интриган был, богатый человек был. Он бы все это, мы независимость могли, у нас уже была независимость, уже при Завгаеве у нас была независимость. Он велел мечети строить, там, партии создавать, там, все, зеленый свет повсюду. Прямое это сообщение авиа там с Эмиратами, с Турцией, это при Завгаеве было, не при Дудаеве. Вот, мы просто кусочек отхватили там 91 год и первую половину 92 года, и все, лавочку прикрыли. Именно при Завгаеве все это было. Вот, республика лопалась от удовольствия, как говорится. Ну и вот, не от одного человека, просто эволюционным путем мы могли бы, не ложа 300 тысяч костьми легли чеченцы. Вот, зачем это надо было, если можно было бы без войны? А если бы мы оставили Завгаева, он очень хитрый, я повторяю вам. Вот, он нашел бы способ. Ведь эту войну хотели затеять, Кремль хотел в Татарстане, а там Ментимир Шаймиев был хитрый, лиса. Он вывернулся из-под трамвая, как говорится. Поэтому в Татарстане не пролилась кровь. Вот. А мы стали быковать там, все. В общем, нам не нужно было вот такой ценой добиваться, когда можно было бы эволюционным путем, постепенным путем. Вот. А независимость уже при Завгаеве была. Вот. Последний период правления Завгаева полная независимость была, полная демократия была, абсолютно полная. Вот. Это надо признавать. Вы не программируетесь до конца. Да? Кто-то вас надоумливает, там, поджучивает, а вы раз стали хлебаете и до конца прете. Да? Надо любое событие со всех концов рассматривать. Да? Он лично Завгаев, Барковацев, там, он был взяточник, я знаю, ну, партократ, но при этом партократии у нас уже была полная, наиполнейшая свобода.
была такая свобода, что больше у нас, ну, да, свобода вряд ли будет в будущем. Вот. Все полно, все, уже никого не сажали, мечети строили, там, церкви строили, выборы были, там, не подтасовывали. Вот. Все вопросы внутренней политики решала улица. Вот. Ну, в хорошем смысле улица, не... То есть мнение народа было во главе угла. Вот. И в свержении Завгаева я принял выдающуюся роль, сыграл я там, к моему сожалению. И это является моим главным преступлением именно. Вот я считаю себя государственным преступником. Хорошо. Смотрите, давайте я вам зачитаю один текст. Я думаю, он будет очень познавательным и хорошим для наших слушателей, а также для тех всех, кто нас услышит. Можно обманывать часть народа все время, можно обманывать весь народ некоторое время, но нельзя все время обманывать весь народ. Авраам Линкольн, президент Соединенных Штатов Америки, 1861, и он закончил свою жизнь в 1865 году. На этих прекрасных словах мы завершаем сегодняшнее интервью с нашим гостем Мусой Темишевым. Как вы видели, мы не старались ни переубедить, ни навязать свое мнение. Мы дали возможность нашему гостю сказать свое видение вещей, дали возможность ответить на наши вопросы. А уж вам, дорогие слушатели, судить, был ли Муса Темишев с вами откровенным и смог ли он донести все-таки тот ход событий исторических и смог ли он до вас донести именно ту правду, которую хотел. Поэтому он для нас был очень ценен. Мы благодарим Мусу Темишева, который пришел к нам с открытым забралом. Это один из немногих современников и тех людей, которые были именно в гуще событий тех времен. Он является на самом деле современником тех событий. Поэтому он нам был очень ценен, и мы за это его благодарим. Огромное вам спасибо, Муса. Надеемся, что вы приходите к нам не в последний раз. Вы были много раз на наших площадках. Нам было очень приятно вас услышать. А мы выносим наше интервью на суд наших слушателей, а также тех, кто нас будет слушать в дальнейшем. Вы разрешаете, чтобы мы выложили этот формат именно на всех наших информационных площадках, Муса? Да, конечно, пожалуйста. У меня нет секретов от людей. У меня никогда не было секретов. Огромное спасибо, дорогие слушатели, дорогие друзья, а также те, кто будет нас слушать. Мы вам желаем свободы, потому что самое главное приветствие, пожелание, а также прощание на чешском языке – это «Марш вогл, марш аль, марш валь». Для нас очень важно именно свобода. Это право, которое чеченская нация имеет и будет иметь всегда, иметь свое независимое суверенное государство, жить на своей территории, говорить на своем языке, жить по своим законам, в мире, в гармонии, в согласии со всем внешним миром. И самое главное, нам нужен западный цивилизованный мир. Мы будем делать все, чтобы Запад нас услышал, чтобы Запад нам помог освободиться от этого русского ига, именно русского террористического образования под названием Россия. Огромное вам спасибо. На этом мы заканчиваем нашу запись. Адикаль, Машаль. До новых встреч. Хотите, вы можете покинуть нашу площадку. Нет, я не устал. Я не устал. Хорошо, давайте тогда дадим слово нашему... Так, мы сейчас тогда знаете, что сделаем? Мы сделаем вторую часть, и пускай будут задавать вопросы, и это будет как бы две части именно вашего, это сперва ваше интервью, а потом ваши ответы. Так, мы сейчас начнем запись, и мы дадим возможность задать вопросы нашим участникам. Сейчас мы. Вопросы, мы озвучим это. Вопросы Мусе Темишеву от слушателей. Так, дорогие друзья, запись запущена после нашего интервью с Мусой Темишевым. По
обоюдной договоренности с нашим гостем. Мы даем возможность всем нашим слушателям, а их более 80 тысяч активных, и все активные выведены на большой экран, неактивные спрятаны нашим техническим персоналом. Напоминаю, мы вещаем из Вашингтона, округ Колумбия, Соединенные Штаты Америки. Финансируемся частично Госдепом, Конгрессом, а также Сенатом США. У нас более 4000 технических модераторов, которые находятся в 4 уголках земного света и успешно отбивают атаки русского террористического образования, ДОС и вирусные атаки на нашу свободную площадку. Напоминаю, эта площадка создана свободными людьми для свободного волеизъявления. А сейчас мы даем возможность всем нашим слушателям задавать вопросы Мусе Темишеву. Поднимайте руки, мы будем вас включать. Вы задаете вопросы, он вам отвечает. Мы не входим в дебаты, в дискуссии, мы не даем оценочные персональные вот эти вот всякие оценки нашему гостю. Задаем вопрос, ответ. Если достаточно, еще один вопрос. Но не стараемся получить тот ответ, который мы хотим получить. Давайте, первым у нас будет гость Дмитрий. Включаем микрофон Дмитрию. Дмитрий, ваш вопрос нашему гостю. Приветствую вас, Муса. Мое имя Дмитрий. Я представитель Volksdeutsche Поволжья и Прибалтики. У меня такой исторический вопрос, ну, в ближайшей истории. Когда формировалась Чеченская республика в условиях постсоветской номенклатуры, в условиях формирования какую роль сыграла деятельность Авторханова и его политические взгляды, убеждения и его деятельность? Спасибо за ответ. Ну, роль Авторханова, она не только в судьбе чеченского народа высока, она, в общем-то, сыграла выдающуюся роль в формировании мировоззрения лучших представителей российских демократов. Вот, он по признанию Виктора Суворова, там некоторых других, я всех не помню. Вот Виктор Суворов считает Авторханова своим учителем, например. Роль высока, очень высока была роль Авторханова. Вообще во всей России, не только в Чечне. А для нас он вообще был знаменем, был и есть, и останется. Я ответил, Дмитрий? Да, благодарю вас, Муса. Так, хорошо. Я так понял, чтобы было понятно для наших слушателей, разговор и речь была об Абдурахмане Авторханове. Правильно мы поняли? Да, да, да. Было понятно, потому что у нас в Отечественном районе тоже был еще один Абдурахманов во время президентства Дудаева. Ну, это национальный предатель был, о нем не надо вспоминать сейчас. Да. Хорошо. Дмитрий, спасибо вам за вопрос. А сейчас будет вопрос задавать, руку тянет очень упорно крестный отец. Мы дадим ему возможность задать вам вопрос. Отец, говорите, ваш микрофон включен. Крестный отец, ваш микрофон включен, говорите, мы вас слушаем. Вас не слышно, крестный отец. Если кто-нибудь другой, кто хочет задать вопрос нашему гостю, пожалуйста, тяните руки, мы будем включать микрофон. Крестный отец очень сильно упорно тянул руку, но когда ему включили микрофон, он не задает вопрос. Мы думали, будет какой-то вопрос, но, к сожалению, он вопрос не задает. Хорошо, мы дадим слово Лехагу, потому что он буквально некоторое время тому назад тянул руку. Если у него есть вопрос, он может его задать. Микрофон ему включен. Как мы видим, вопросов нету. Видать, вы были очень
вы были очень, как сказать, вы очень хорошо во время своего интервью четко, ярко изложили вашу позицию и исторические события. Поэтому у людей нет больше вопросов. Давайте дадим возможность Карену. Может быть, Карен может что-нибудь скажет, наш гость. Карен, ваш микрофон включен, можете просто что-нибудь сказать для того, чтобы другие как бы подумали, может быть, у них появятся какие-то вопросы между делом. Тут руку тянет Ширлам. Дайте ему слово. Так, наши технические модераторы ищут Ширлам. Да, вот, включайте им микрофон, пожалуйста. Ширлам, ваш микрофон включен, говорите. Бюстек Хульмасер Мошел, Душек Масяга. Всем доброго вечера. Муса, Гладу, Шаюса, Голцинов. Я вот сейчас послушал, и такое впечатление, что ты, вот как ты сказал, по твоим словам, ты сожалеешь, что вначале принимал участие в свержении Довку Завгаева. У меня вот такой вопрос вот тем молодым людям, примерно ЦУК, которые сейчас готовы усердствовать для освобождения своей нации, Родины. Что ты нам сейчас советуешь делать? Просто так, мне интересно твое мнение. Ну, во-первых, сохранить себя, не влазить в разные авантюры. Главная задача любого чеченца сейчас – сохранить себя для будущих баталий, для будущих процессов. Да? Вот. Просвещаться молодежи, пытаться, вот, если кто-то из вас хочет заняться политикой, надо знать, что политика – это не грязная вещь. Это есть расхожее мнение, что политика – это грязная вещь. Это неправда. Политика – это чистейшая вещь. Вот, все зависит от того, с каким намерением ты вступаешь в политику. Если ты вступаешь в политику с болью о народе, хочешь облегчить судьбу народу, то политика – это поэзия, высшая поэзия, божественная поэзия. И в политике надо быть честным всегда. Потому что любая кривда, любая ложь в политике, она рано или поздно она узнается. И в политике невозможно скрыть ложь. Вот. Быть правдивым. Вот. И готовиться к будущему. Вот. Будущее уже скоро наступит. Да, молодые. Вот когда кремлевский этот Чикатило будет сковырнут со своего места, вот, дома произойдут события, они могут быть кровавые, к сожалению. Вот, чтобы они не были кровавые, вот, нам нужно искать пути компромисса, внутринационального компромисса. Вот каждый из вас должен думать, вот каким образом вот, надо бы дардил мадуй, чирщу, в общем, там, обиды, там, притеснения были, убийства были. Ужасное, состояние ужасное. Вот как в этом ужасном состоянии добиться компромисса? Это у меня фантазии не хватает, например. Есть у меня там свои соображения, но и они при внимательном там разборе весьма бледны, мои соображения. У меня ума не хватает пока вот, придумать вот такой путь, чтобы достичь внутринационального примирения. Да? Вот, как это сделать? Вот думайте все над этим. Вот. Ну, в общем, все. Такое пожелание. Спасибо, Муса, за ваш ответ. Спасибо за вопрос Ширлам. В переводе с чеченского Ширлам это значит старая гора. Или древняя гора. Смотря какое смысловое значение мы придаем этим словам. У нас в гостях Сэм. А как мы знаем, Сэм очень ярый, тоже такой, знаете, человек, который может выражать свое мнение. Сэм, у вас есть какие-нибудь вопросы нашему гостю? Если есть, пожалуйста, у вас возможность задать. There is
إما ويركوي داتي حالات جوهر العواج وده ما شوخ صيد بتشنو خما هاي Володь, его вызвали там на какую-то беседу. Он в легком одеянии, в тапочках домашних вышел, его посадили в машину, увезли, и все, и он пропал. Если можно, еще вопрос один. Как мы знаем, Жахар Дудаев посетил хадж. После хаджа вы видели Дудаева? Он изменился или нет после этого? Ты знаешь, я в 93-м году уже окончательно поругался и с Дудаевым, и с Яндарбиевым, и вообще с ними не общался. Хорошо. Значит, вы его не видели. Спасибо за вопросы, спасибо за ответы. У нас в гостях Герман Чеченский. Ваш микрофон тоже включен. Если хотите, можете задавать. Если нет вопросов, то у нас к вам тоже никаких претензий нету. У нас в гостях тоже Адам. У Адама микрофон включен. Если хотите, можете задать вопрос. Das Hargoitan och plötsligt bärspo boch och venis bärspo boch bladu suo smohles sa sunolats han hitag in ist boch bisschen za boch idine ne zatel za we za ide meta ya kan so oqdu arhition za ishtahay mo ya habidine Я не вполне понял вопроса. طبعا هرجين سلاش بوباخ وطبعا وش ديستولر طبعا سوكم يدي نمو وعن تعم هو يبقى تاع إسكين ناس جوي هون вообще قدمي ليش недостаточно. Ну, общаться нам надо, общаться и еще раз общаться. Вот, и не быть радикальными, вот как нынешние ведущие там, и члены ЧДП там, и так далее. Нельзя быть радикальными, надо знать свой народ, чем он дышит, что может народ воспринять, а что может отринуть. Если 90% народа не воспримут твою идею, то ее не надо высказывать. Вот. Не надо ранить народ. Вот как-то вот этому надо научиться. Это, видимо, большая наука. Это не каждому дано, видимо. Вот. Не быть радикалами ни в чем. Если вы критикуете там, допустим, какую-то веру, там, ислам или христианство, то не в лоб там, вот все это там, это басни, сказки там, это как-то недостатки и в христианстве, и в исламе, не в самой религии, а в интерпретации этой религии, например, в исламе, есть много недостатков. И этими недостатками пользуются негодяи, абсолютные негодяи. Вот. Почти все беды чеченского народа, вот, они были накликаны вот этими лже-богословами под религиозными знаменами. Вот. Почему вот недостатки надо критиковать? Не самого Господа Бога, а недостатки. Вот. То есть раскрывать паскудные методы вот этих богословов. Вот, например, в Украину сейчас рекрутируют там чеченцев правдой, кривдой. Вот. И это обосновывают чем? Газот до Украине, газот до. Какой газоват Украине? Нормальный человек может такое говорить? А это говорят наши муллы. Вот. Убивать свободу украинского народа, это разве газоват? Это позор. Чеченцы никогда не убивали чужой, не притесняли другие народы. Он Солженицын в своем архипелаге ГУЛАГе пишет: чеченцев не упрекнешь, чтобы они когда-нибудь служили угнетению.
Мельдоккундуи, российский классик, вот, признает, что чеченцы никогда не были замечены в угнетении. А тут посылают на убой Украину, вот, убивать чужую свободу. Вот, и это обосновывают там джихад, попадете в рай там, и так далее. То есть вот такие недостатки надо на конкретных примерах выявлять. Вот, ну, а бить прямой наводкой это слишком больно отрикошетит это. Вот этому надо научиться, нам многому надо учиться. И дегиль аяк есть, в общем, собезамщи, зависть, ногти завистник, что дух бывает, к сожалению, да, я в последнее время замечаю. Вот, если о ком-нибудь скажешь хорошо, о, Муса, начинают, да, хас, вот, так диктично. Если человек сделал доброе дело, отметить надо, поблагодарить человека, чтобы у него желание было в следующий раз сделать еще больше. Это элементарно, он шмадуешь, завистник ламигрдат, высокомерных ламигрдат, вот этим вещам надо учиться. Совялышем, ладно, я дух дитя. طبعا راديكالنا настроенный армаста, радикально югму яхтез, радикально сеок, около тела. И вот там даже после ссылки он догет на хан общем. Вот задействован, что я юкаха ашчен аш. Радикально деревой. С какой-то стороны. Гон, мы были все объединены общей бедой. Там у нас не было такого расслоения, я бы сказал, классового даже, как сейчас. Вот. Цундейлы, вот, под спудом общей беды мы все были едины. Там кто-то чуть богаче, там соседа был, но тем не менее мы жили как братья, там, да, друг другу помогали. Вот. Дик хаяк тебя. Вот. А Гинцегон нас подкупили, нас нашли слабые стороны чеченцев. Одним дали возможность грабить республику, убивать бесконтрольно, что угодно делать. Вот. И они пустились в этот беспредел и теперь живут в реальном мире, в другом мире абсолютно, да? Вот. В отрыве от народа. Они презирают народ. Народ считают массой какой-то, букашками, да? Вот, любого можно поймать, убить, посадить, что угодно, да? Вот. Вот. Почему? Потому что у нас классовое расслоение. Вот. Уже дошло до того, что даже выдают замуж сам за представителей своего класса, своего клана. Женятся на девушках там своего клана, да, и уже явно классовое разложение у нас пошло. Вот это все надо как-то пережить, избежать этого. Как это выкорчевать, не знаю. Беседовать надо, говорить надо, писать надо, призывать надо. Муса, извините, я хотел еще, вы затронули вопрос религии, в частности исламской, но затронули вопрос прозелитизма. Это актуальный вопрос, на самом деле, не только в чеченском обществе сейчас, а вообще мировой вопрос. Что вы думаете, какое есть решение, чтобы влияние, прозелитические влияния в текущей ситуации можно было бы как-то пресечь? Ну, видите ли, религии, любая религия – это выражение угнетенного класса. Любая религия. Вот. Христос к чему призывал? Там, к смирению, там,
любить ближнего, быть скромным там, и так далее. Моисей призывал к тому же там, в Нагорной проповеди, там, пророк Мухаммад призывал к тому же, но иерархии и христианские, и иудейские, и исламские, они используют религию себе в брюхо, в своих целях. Вот, разжигают национализм, шовинизм, разжигают с помощью религии. Вот сейчас в России там с нами Бог, мы славяне, с нами Бог. Да какой же нахрен с тобой Бог, когда ты убиваешь украинский народ? Где Бог? С тобой черт, а не Бог. Вот, ну, такая религиозная грамотность нужна. Прежде всего, изучать религию и соответствовать религии. Или возьмите православных иерархов, вот эти розовомордые, розовомясые, брюхатые, с этой позолотой, там, храмы, там, ведь Христос-то был в рубищах, ходил всегда, призывал к аскетизму, к скромности. А во что превратились там и тот же Ватикан, вот, православные иерархии? Вот там какие-то движения были в католицизме, там Кальвин, там другие там пытались восстать против папского двора там, и так далее. Ну, до конца все это не было довершено. Под религиозными, если Лютер и Кальвин призывали скромности там, и так далее, верить в Бога там, без посредников. Вот, Лютер говорил, между Богом и Господом и верующим христианином не должно быть посредником. Это великая мысль, величайшая мысль Лютера. Вот. Но, тем не менее, это далеко не пошло, хотя протестантизм все-таки еще существует, хотя в таком деформированном виде. Вот. Как-то подходить к религии тоже с чистой душой, как и к политике. Вот. Только так, ну, в религии вряд ли это можно исправить, потому что папу ты не свергнешь. Вот. Папский двор как был негодным, мягко говоря, так он и остался. А православная иерархия – это вообще туши свет. Вот. Так что я не вижу выхода. Никакого абсолютного. Просто каждому христианину, каждому католику, там, иудею, там, и мусульманину работать над собой и следовать букве и духу Священного Писания. Может быть, тогда можно что-то исправить. А так глобально я даже не вижу ничего. Везде религия используется там для каких-то корыстных целей. Я ответил? Благодарю вас, Муса, за ответ. Да, это большой ответ. Вы затронули как раз те самые вопросы, которые актуально стоят, в частности, для меня, ну и для многих народов в этом мире. Выход, я считаю, что выход есть. Но выход – это через наследие, просто воспитание новых поколений, потому что мой тезис то, что сами религии основаны на 3 логических ошибках, аргументом от популям, ну, аргумент к большинству, аргумент к традициям и аргумент к личности. Вот если избавиться от этих логических ложных апелляций, логических ошибок, то в поколениях, то можно привести вообще мировое сообщество к какому-то консенсусу. Но это очень глубокая отдельная тема. Благодарю вас за ответ. Так, хорошо, Дмитрий, вы задали очень хорошие вопросы. Сейчас мы дадим слово, чтобы задал вопрос нашему
очень хорошему слушателю, умному, высокоинтеллектуально развитому, интеллигенту, джентльмену, также настоящему гражданину Чешской Республики в изгнании. Молта Абак, вы нас слышите? Вот сейчас вам дается именно персональное слово. Слышу. Пожалуйста, говорите. Я хочу точно так же Деврейсхил Муса Кескестиштва Охш Серуно Дуквахчана Аитсня Кел Хатибохш Бешхил Цана Йозитишхил Дитснак полностью да передать да память да мулавы борзер ламбатцу и халаду وحوص دقوة إيه ونستود لقى لا موسى Да, والله. Да, والله. دوريس خير خو أنا سلف دوريس خير هنا وشمالين شنا وديوك شنا دا وين مخاطر نيس لا يوقر Аминь. Аминь. Абак, вы, конечно же, сделали хорошие, добрые пожелания, а вопросы, острые вопросы. Где вопросы, Абак? صدقتك ملدك دعدل دلو Что, Лехак, у вас всегда есть что спросить. Пожалуйста, вам слово, Лехак. Обязательно нужно задать какой-нибудь хороший, добрый, чистый, светлый, каверзный, угловатый такой, жесткий вопрос, пожалуйста, вам слово. Задавайте хоть термоядерный вопрос. Не угловатый, а термоядерный. Лехак, задавайте вопрос. Калю не задает вопрос, я спрошу. Нашего в городе много, Муса? Остапа Бендера вопрос. Забарен, Дейре Салон. Очень было приятно тебя услышать. Просто благодарность. Баркадея, Схонахил. Благодарность нашему слушателю, который только что выступил. Давайте дадим слово Ибрагиму. Я надеюсь, что у Ибрагима все-таки есть какой-то хороший такой каверзный вопрос. Такой добрый такой, знаете, вот. С оттяжкой, как говорится, такой хлесткий вопрос, пожалуйста, в студию. Масер, Машал, ну я выходил, да, там поначалу, короче, во всем этом интервью присутствовать не мог. Ну, там был момент насчет Конституции, и, ну, я скорее не вопрос, это, я не знаю, даже можно его как вопрос тоже сформулировать. Сначала я комментарий дам, потому что я сам очень вот эту вот тему как бы попытался вникнуть в нее, тему с Конституцией. Вот это момент, откуда начались все беды и горе чеченского народа. Это когда вот эти идеологии, их попытались привести в государство официально, то есть сделать их официальными в нашем государстве, что в корне противоречило Конституции. И в 93-м году, вот как Муса сказал, там вот эти люди попытались надавить на парламент там, и так далее. Ну там помимо парламента мы же видели все вот эти потуги Гебнюка, Лобазанова, потом всяких Гантемировых, Автурхановых, их вот эти исламские лозунги, их шариатские лозунги. То есть откуда это шло, уже видно это все было. И вот это то, что там якобы принудили парламент в 93-м году, просто для справки, это является вообще незаконным действием. То есть основополагающая статья Конституции Чеченской Республики, да, в которой разграничена, то есть религия. В 6 пункте 4 статьи сказано, что религиозные объединения отделены от государства, религиозное образование.
И второй пункт, где сказано четко, что ни одна идеология не может быть во главе государства официальной. Если эти пункты вдруг народ из-за инициативы народа вдруг вот каким-то образом народ посчитал бы, что это надо изменить, то в таком случае проводится всенародный референдум. И в этом референдуме народ голосует, когда он хочет менять наиболее важные статьи Конституции. А какие-то вот эти пробросы, да, каких-то там групп, там кто-то парламент там принудил, кто-то из парламента потом взял, опубликовал якобы, что государственная религия ислам. Вот эти вот вещи, они не являются законными. И все, что не является законным, да, другие статьи нашей Конституции нам предписывают не следовать этим незаконным действиям. То есть они нам не то, что разрешают не следовать им, а нас, как граждан, принуждают. То есть нас обязывают не следовать незаконным действиям. И вот это вот то, что там было проведено, как наш взгляд Мусы, вот эта попытка там принуждения там парламента, вбросу вот этому русского международного исламского терроризма. То есть это на его еще в зародыше, да, такое, скажем так, на старте. Как по мнению Мусы, почему Идигов и Сандербиевым решили повторить этот же трюк в 96 году? То есть они понимали, что это было незаконно сделано в 93-м, и хотели придать им более такую законность, да, своим действиям. Вот что-то, зачем они это повторили в 96-м году, вот проведя тоже вот эти вот якобы там, я не знаю, не конгресс, вот что у них было там в Урус-Мартане, потом оттуда они сделали там вот этот сценарий, что якобы заложили мину кто-то, и уже в свое вот это вот здание, где только своим давали билеты, и сделали вот этот вот такой, ну вот этот подлог, как бы вторично попытались его протолкнуть. Для чего они это делали? В 93-м им не хватило, как бы, значит, одного вот этого подлога. Они, каждый из них, и Яндарбиев, и Идигов, они жаждут власти. Вот. Жажда власти их толкала на вот эти все действия. Это элементарное объяснение. Это, по-моему, ты и без меня знал это. Жажда власти. Ну да, в принципе, там вопрос, он как бы и риторический, и вот эти вот люди, то есть это говорило о том, что в 93-м году при вот этих вот бурлениях там каких-то, что никто не мог этого принять. И второй раз, когда, если бы вот это вот инициировалось бы, даже из этих кругов, из вот этих кругов вот этих вот деятелей политических, все равно они должны были поставить этот вопрос на референдум, потому что менять статью, которая полностью меняет вообще в корне фундамент государства, его строй, и, то есть это вообще абсолютно другое образование из него делает. Вот эту вот статью, если кто-то пытался бы, во-первых, она должна была инициироваться, эта поправка, из народа. Во-вторых, даже если она не из народа, из каких-то вот этих я не знаю, деятелей, которые проводят предвыборную кампанию, даже если это из их каких-то побуждений было, инициатив, то это должно было опять-таки поставиться на референдум. Но и в 93-м году ничего подобного не происходит, в 94-м не происходит. Но зато после этого подлога
который в 96-м году они уже все-таки им удалось сделать, вот это сговоре незаконно вот этим лицам. Вот это вот сделанный там подлог, он потом послужил тому, что у нас начали людей бить палками, расстреливать на площадях. Да. Начались похищения людей, начались вот эти вот всякие провозглашения полных шариатских правлений там. И после чего весь мир от нас отвернулся, а наш народ спустился вот в это свободное плавание русской, ну, скажем так, русского сценария под названием «Русский международный православный исламский терроризм», где нас могли мочить чем угодно, где угодно, как угодно, и это продолжается по сей день. Все верно, я все верно. Ну, вот так бы это прокомментировал. ты говоришь о кошерных вещах, об идеальных вариантах. Идеальных вариантов вообще в истории мало случается, а в чеченском обществе это вообще очень трудно. Вот, варианты там на референдуме там, обсудить там, и так далее. Вот. В 93-м году пытались, там, я тоже предлагал провести референдум, потому что в руках одного Жохара там 4-5 должностей сразу было. Вот, разграничить должности, чтобы он остался президентом, а назначил премьер-министра там, и так далее, там 3-4 должности у него сразу было. Вот, ну, не вышло, никакой референдум не... Вот, сразу меня сочли. Муса, и вот еще один вопросик. Здесь я как раз читал, в ленте кто-то писал, а потом и мне в личку написал человек, что ты якобы упоминал, я просто уходил, ты якобы упоминал, что Джохар Дудаев якобы был инициатором поправок каких-то шариатских в Конституции. Нет, Вот, я не говорил этого. Я говорил, что Жохар Дудаев создал комитет, конституционный комитет, во главе поставил Имаева. Вот, и Имаев представил этот проект, я этот проект читал. Это супер, архиквази, гипер, нано шариатский вариант был. Там и руки отрубать, и там и это там, все. Такой вариант представил Имаев. И я не думаю, что Имаев это от себя лепил. Наверняка он советовался с Жохаром. Потому что Жохар создал этот комитет во главе с Имаевым. Ну, и я как раз таки, вот когда ты сказал Имаев, как бы для меня это уже было более понятно, потому что Имаев, он был даже вот в интервью, где он любимому дает, да, потом его вот это в тюбетейке, где он ходит. То есть у него были вот эти склонности, на которые подсадили огромную часть наших политических, военных деятелей, русские, на вот это вот грабли идеологии. А вот Дудаев, он же вроде бы вот русская жена, свинью ел, там в России жил, как это, что-то не складывается, это чтобы он инициировал. Откуда он вообще, ему какой интерес, что такое шариат, там где-то с него прикалывались, говорили, что 3 намаза, он говорил, в день делать. У меня что-то не вяжется эта логика. А вот если Имаев это инициировал, то тут у меня вяжется логика. Потому что он все-таки был как бы подловлен, да, вот этими наперсточниками, которые продвигали эти идеологии. Ну, я не знаю. Я знаю, что Жохар этот комитет создавал. Я по этому поводу тоже с ним ругался. Ему на тот период это было почти безразлично. Там, делайте, как вы знаете, а он дал свободу действий Имаеву. Может быть, так объяснить можно. Может быть. А Имаев взял и такой
вариант вообще бюх. Не, а для бюх вариант. Вот, члены парламента должны помнить об этом. Вот. И, кстати говоря, к чести парламента, парламент отверг этот вариант начисто. Баркал, в принципе, у меня нет вопросов. Было интересно. Хорошо, понятно. Ордет, пожалуйста, вам слово говорить. Marshall Dumasarga Musa Süredika Hıl Delri Hıl Varna Hatar Jüpşdalarna çok hızlı yetüyüç. Sı Ладуш мовайсу адю чунга qeçer düşüngen her say hatar dek degins noqçu matadi dusunda vayum doldelara tos elra hay interviews her واتر جرجي باتشا بريزيدنت خلا قمصة خوردي تدك سيوح شورشن بيحكم فيلاش إز قمصة خوردي نوحون شون شو طوبا غود ورا فينانسا واد عسا بريزيدنت خلري دونش شون غودي أشوار إيلر قايش دري موسى در شو حلق لير اشتعال خبري حدوي قيش بلاشات كشكواد عسا صندق دوع إلا أبخازكي هم عدول ده صبيت يشتعيولي وشقينا إتس بس شمليك حطيك عار بوش اشتعدي خردنا أول شخص دك دو صنع ده شوزو رازنا خبر شوها إمورنيس دلر عايز يو خاطر دوسا شو سقم نصا وجي تصدر شدو يشت قطر يشت عسا خاطر ده تسقعش سوزعلو دي خوش دوسا إنت إتس جرجي موقع قمصة خوردي توانش تغدين خلش مصو أوردا ساعش فينانس وقيش كبر غدين خلش يو إتس أبخاش نغدي إتس ملور بصا وقوت تجي رشت هو بعندش هودر تجي حل دلق أليش خلشت Еще. Я по этому поводу в одном ролике говорил об этом, можете там посмотреть в Инстаграме. Мы Умал Дашаеви, Басаеви, Ханкарове, Ханги, Гилаев сам поехал туда. Вот Ханги, я их упросил туда поехать. У нас же цель-то была не воевать против грузин, а там конфликт давно, еще в советские времена, там кровь пролилась в 87-м, по-моему, году. Крупная потасовка была с кровопролитием между абхазами и грузинами. Вот противостояние давно было. Значит, и у нас цель была послать туда вот эти отряды, чтобы они на линии разделения там, ну, как миротворческие миротворческий батальон послали туда. И первоначально все это шло нормально, да? Мы ни за грузин, ни за абхазов, мы ничью сторону не брали. Хотя реально грузины нам ближе, чем абхазы, вообще-то говоря. Грузины больше нам исторически помогали, да и там исторически, ну, последние там 50 лет, многие наши ученые даже, когда Москва их диссертации резала, они ездили в Тбилиси и там защищались. Вот такого вида помощь оказывали там и так далее. Но наша цель была, чтобы на Кавказе кровь не пролилась. Вот, между абхазами и грузинами. И в качестве миротворцев мы их послали. Но Китавани Бош, Бюхо Миртигат, министр обороны, Петушок, да, он спровоцировал несколько раз провокацию на Псову Дермацуни. В общем, между абхазами и грузинами этот Китавани спровоцировал. Вот чеченцы хотят, это чеченцы еще делают, чеченцы хотят халифат сделать от моря до моря, Бог, и там вот. И
ответ пришлось отряду Ханкарова дать ответ этим провокациям. И вот таким образом они втянулись в это. Мы с Ханкаровым дважды на вертолете летали. Сначала к Гамсахурде, потом к Славе Ардзимбе. Между ними уже готово перемирие было. Мирное, конфедеративное устройство. И тут опять это китование, второй раз провокацию совершил на этом. И вот таким образом постепенно они втянулись и уже вышло под контролем. У меня лично никогда не было желания там против грузин или против абхазов. Вот. Я всегда мечтал, что все народы должны быть вместе. Кавказы должны быть вместе. На равных правах. Вне зависимости от численности. Вот. Мы к этому стремились, к этому призывали, но не получилось у нас. Не хватило ни ума, ни средств, ни возможностей, не хватило. Доходы и китование бандуш. Я ответил? Дерез хилмита, сон качам бол жоқ деля. Вени дерез хил хатыр делитрна. Дерез вайд масана хулиль, да, гоуш и что хатта жда, гоуш и жив что. Так, у нас кто там еще руку тянет? Но этому человеку мы никак не можем дать слово, потому что он очень сильный сквернослов. К тому же он, мы знаем, о ком речь. К сожалению, дорогой гость, мы вам не можем включать микрофон, потому что вы страшный матершинник. Может, он на этот раз не будет материться? Не, бесполезно. С этими людьми бесполезно. Они не понимают человеческого языка. Единственное, что они понимают, выключены микрофоны. Так, кто хочет говорить? Какой-то человек говорит. Кстати, кто вы? Представьтесь, если хотите, конечно, а если хотите, просто задавайте вопрос. Веня, Асдел-Чмеги. Конечно, да. Баркал, да, Муса Марша Мукшел, Баркал. Маршел. Варна истхаларна делрес хайлауна. Аскметаек дас. Вот у нас есть исторически сложившаяся как бы форма правления мехкел. Как бы сообща там все решения принимали предки там, все такое. И вот вопрос такой, Муса, ты как бы был в начале становления нашего государства, там в самом начале активное участие принимал. Вопрос такой, почему из нескольких форм правления выбрали президентское правление? Ведь для нашего народа больше подходит парламентское, как бы как исторически все. И мы прекрасно знаем, что единовластие каким пагубным последствиям приводит. Мое мнение, что именно это и погубило как бы Ичкерию. Твое мнение на этот счет? Да. Я понял этот вопрос. Когда мы перед выборами за 2-3 недели до выборов, мы, члены президиума, там несколько правоведов, собрались на выработку временного закона о выборах. И на этих выборах я попытался изо всех сил протащить мысль, что надо выбрать парламент сначала, а потом уже будет видно, там, президента избирать или нет. А Жахар предложил сначала президента надо выбрать, а потом через месяц парламент. И Бандулуш, у нас первый скандал был, большой скандал, много свидетелей тому. Большинство заткнуло мне рот, и
значит, попытались протащить идею Жохара. Сначала выбрать президента надо. Я тогда встал и заявил, что я слагаю с себя обязанности члена президиума там, и так далее, и обращусь к народу. А на улице там митинг был бессрочный. Вот, на улице клокотал митинг. Я встал на выход, Бек Межидов, ныне живой, здравствующий, тоже за мной. Вот, на выход. Сослан Беков, царь Муса, изи опитан тосвал, там, изи важи, и говорит, элачхена, ишмалил дahara. Из-за уже компромисс, сейчас мы найдем компромисс. Вот таким образом там долго мы там пререкались, там оскорбляли друг друга. И наконец-то мы согласились одновременно и президента, и парламент выбрать. Они с кишками протащили вот эту вот идею. И против единовластия я всегда был, всю жизнь был. Вот. И Саид Асан был, кстати говоря, против. И Бек Межидов был против этого института президентства. Вот. И у меня лично не хватило ни сил, ни ума настоять, ни авторитета в то время. Вот. Их было больше. Вот. А так у чеченцев традиционно задолго до первого европейского парламента, до исландского парламента, до английского, до французского, там чеченцы за 500, за 1000 лет жили вот в парламентской системе. Меххел – это парламент по-чеченски. Только так, с национальной спецификой. Правильно ты говоришь. Мы всегда были народом парламентским, с коллективным руководством. Вот. И именно вот это вот единоначалие загубило нас. Это ты точно подметил. Жохару мы отдали все должности, и премьер-министр, и президент, и председатель ОКЧН, МКЧН, Муссу, и Ухиль, Альчун, Духалведари. Чичал. Это его выражение. Чичал. Вот. И ситуация, к сожалению, да. Муса, я и предполагал, что ты наверняка был против этого. Ты подтвердил мою уверенность. И вопрос последний. В будущем, если еще такая ситуация подвернется, твое мнение, как должно быть? Во-первых, об институте президентства заикаться нельзя будет под страхом уголовного наказания, потому что институт президентства – это выдуманный отцами-основателями Соединенных Штатов. Там за ними стояли вот эти вот банкиры, вот, которые пустили в ход деньги. И когда в Соединенных Штатах формировалось государство по рецепту Руссо, там других, разделение властей, одним словом, на 3 ветви власти, взаимоуравновешивающие 3 ветви. Вот. Банкиры испугались. Вот. Жульничество, трудно будет там заниматься жульничеством, если будет тут разделение властей там, и так далее, да? Будет парламентская система. И они выдумали буквально институт президентства. Выдумали в качестве намордника на вот эти 3 ветви. Поэтому и сегодня во всем мире, где есть институт президентства, этот институт играет роль отвратительную против своего народа, где бы это ни было. В Соединенных Штатах, во Франции. Вот Франция – самое демократическое государство. Вот если вы помните, лет 5-7 назад, когда рассматривался вопрос о праве гомосексуалов усыновлять детей, вот вся Франция клокотала миллионными митингами. Не сотни тысяч, а миллионы выходили.
против этого. Вот. А этот президент, кто тогда был президент? Миллер, имя вылетело. Он взял, спокойно подписал, все. Вот. То же самое в Соединенных Штатах. Не от президента зависит, а от международных преступных кланов зависит, в общем-то, судьба особенно тех государств, в котором есть институт президентства. Поэтому не зря и в России, между прочим, и на Западе уже люди говорят о том, что институт президентства надо упразднить. А в чеченских условиях это вообще раковая опухоль. Вот. И вообще президент или Харви аль-Хальвес, или заведомый враг народа. Вот. Ни в коем случае никакой президент у нас не должен быть. У нас должна быть парламентская система государственного устройства с разделением ветвей власти, там четко, ну и там кое-какая специфика еще должна быть, но это долгий разговор. Вот. Только парламент. Вот. Коллективное руководство должно быть. Их это сон. Я во многих вещах сомневаюсь, но это я знаю точно. Вот, потому что через мою шкуру все это прошло. Мало того, что я много читал по этому поводу, много видел, и через мою шкуру все это прошло. Поэтому если чеченцы хотят выжить когда-нибудь, они должны установить коллективное руководство обязательно. Парламентскую систему, одним словом. Вене, можно вопрос? Конечно, задавайте вопрос. Аслан, ты закончил, да? Вела, Муса, Баркал Делрез, Хэл Марша Мукшхайлха. Дерес, Хонахил. Муса, вот все-таки интересно. Я, например, сначала как бы предисловие, да, перед вот этим, тем, как задать вопрос. Я вообще сторонник того, что так как сам являлся, когда во время войны вот эта позиционная война завершилась, прорыв там из Грозного, и потом как бы наше все государство разбежалось, рассосалось, скажем так. Там какие-то только личности оставались, я имею в виду Вторую русско-чеченскую войну. Какие-то личности, включая президента, они оставались, и потом в партизанском движении в основном как бы действовали вот эти вот джамааты, да, в которые я один тоже попал из них. И просто для справки, если кто не понимает, джамааты это которые орудовали или которые действовали, да, на нашей территории на этот период, это не были вот эти довоенные идеологи, которые здесь по Европе сейчас везде продолжают свою вот эту пропагандистскую деятельность. Таких там вообще мало оставалось. То есть тех, кто действительно искренне стоял на вот этой идеологии. В основном люди были вот такие, как я, которые просто извне туда попадали, потому что там было оружие, и можно было вести вот это сопротивление как бы легче. Это как бы для справки, да, вот эти вот идеологи, они дернули самыми первыми оттуда, включая Удугова, который впервые в 20 столетии нападал на кефиров. И я это к чему вот рассказал, да, мне вот не то, что как бы не стыдно, или я не пытаюсь это скрывать, я сам наоборот. Вот это, то, что я был в этих джамаатах, я это сам постоянно пытаюсь донести до общества, потому что я, наоборот, лучше знаю эту идеологию изнутри. И зная вот это, буду сам пройдя через вот эту вот систему, да, то есть, наоборот, мне легче сегодня, я четко понимаю и легче довести до общества, что вот это из себя эта система представляет, и ее конечные цели и так далее. И вот люди, которые тем или иным образом там, участвовали
даже включая того же Закаева, да, который был в 98-99 году, возглавлял комиссию по созданию шариатской конституции на основе пакистанской и иранской конституции, где они хотели. Да, точно. Да. Даже если этот человек, тот же Идигов, который подлог совершил в Конституции в 96 году, вот если эти все люди осознают пагубность того, что они совершили, и они полностью это как бы разъяснят, да, то, что там все произошло народу, и кто за этим всем стоял, и перестанут продолжать вот эту пагубную деятельность, да, которую наш народ ведет к полной погибели. Я вот был бы, например, рад, да, если бы эти люди осознали за свои ошибки, отошли бы от этого. Вот мне просто интересно, вот ты, Муса, и Абу Муслимов, о котором ты говоришь, вроде грамотный, начитанный, продвинутый человек. Просто у меня насчет Абу Муслимова есть противоречивая информация, да? Вы участвовали, вот ты, Абу Муслимов, я это не к тому, чтобы вас там как-то куда-то к стенке попытаться прижать или что-то. Человек делает ошибки. Я тоже ошибочно попал в этот джамаат. Я это признаю. Я признаю, что это пагубно, что это полностью уничтожает наш народ, что нельзя в эти идеологии вообще никаким образом с ними заигрывать. Вопрос. И вот ты и Абу Муслимов, вы участвовали в создании исламского государства? Если да, вот объясни, и вы как бы каетесь в этом, или Абу Муслимов, или я ни в чем тебя его не обвиняю, это вопрос просто. Если да, то каетесь ли вы и считаете ли вы, что как бы имея опыт, вы можете тоже как бы наше общество больше информировать, больше просветить в этом и его как бы предотвратить его вот это вот продолжающееся вот это в наш адрес, вот это одним словом идеологии вот эти, которые ведут нас в погибель. Баркалля. Слишком. У тебя два вопроса, я на оба вопроса. Да. Первый вопрос. Там Закаев, там другие, если бы осознали, там раскаялись, ушли, это из области сказок. Это только в индийских фильмах бывает такое, когда перед отъявленным злодеем какой-нибудь праведник выступает со страстной речью, а этот негодяй, проникнувшись этой страстной речью, вдруг осознает свою пагубность, вот, раскаивается, там, пускает слезу и становится добродетелем. Вот. Это в индийских фильмах только бывает. В чеченском варианте об этом не надо даже думать, судачить об этом даже. Никогда в жизни Закаев не раскается. Я несколько раз предлагал ему там через людей: Хонахан, Юшвац, Тавали, кому-нибудь передай там из-за уже там ему нет, вы там, короче, они не осознают. Ни он, ни другой, ни третий, никто не осознает абсолютно. Вот. Это ответ на первый вопрос. На второй вопрос. Я же в продолжении вот этого интервью говорил, что мы с Саид Хасаном решительным образом были против с самого начала. Когда еще мы обсуждали варианты государственного устройства в конце 80-х годов, когда там обсуждали эти вопросы. Шариат рано, надо людей подготовить, там, богословие должно быть, то есть шариат аллах, это будет пагубно. Под религиозными знаменами совершались
самые злостные злодеяния в истории. Все 1400 лет. Яхоу Шмадуевой, размахивая зеленым знаменем Газавата, совершались чудовищные преступления. Вот. Клянутся делающих соглашены, молниш. Езжайте в Украину, там это джихад бог. Ну и вот мы были против, я же вам объяснял, мы против. Мы более, чем ты, чем все вы вместе взятые против были. Потому что мы осознавали пагубность этого. Надо сначала первый шаг сделать в построении земного государства. Первый шаг. А потом уже думать дальше. Надо построить гражданское общество сначала, толерантное. Гражданское общество. Вот я здесь, мы газету «Борт» мы издавали в советское время еще. В этой газете «Борт» мы об этом писали. Вот. Отдельные статьи у Абу Муслимова есть по этому поводу. О том, что рано о шариате говорить там, и так далее. За 92 год у него пространная статья есть в «Голосе Чечено-Ингушетии». Мы против были этого, я же говорю вам, против были. Баркал, просто у меня вот есть противоречивая, да, там другая аналогичная информация, где Абу Муслимов, я про тебя не знаю, но вот про Абу Муслимова, что он сначала хотел построить, и вот как бы цитата, она, возможно, не точная, но смысл, что он хотел построить сначала демократическое государство, потом он хотел построить исламское государство, а теперь он хочет построить, эта цитата не актуальная, она чуть раньше, а теперь он хочет построить государство типа на основе Мехтейл, вот этой тейповой системы. Это наглая ложь. Если кто-то говорит тебе, ты требуй аргумент, где говорил он, в какой статье, в каком выступлении конкретно. Нету ни одного, ты не найдешь ни одного аргумента, где Саид Асан говорил о том, что шариат надо. Это просто невозможно, потому что невозможно. Сон из Тегоуз Мавюзи. Это невозможно просто потому, что невозможно. А сейчас его обливают грязью, там несколько человек. И я знаю, почему обливают. Я об этом обязательно скажу потом, в отдельном ролике. Ну, может, мы где-то еще, Муса, сможем пообщаться с Абу Муслимовым тоже. Может, он по-другому это разъяснит. Он по-другому не разъяснит. Он решительно противник этого. И был, и есть, и будет. Вот. Не, то, что он на настоящий момент может быть противником, или и я... настоящий, и в прошлом был против. Просто я его цитату как бы приводил. Нету, где такая цитата? Где? Дай мне эту цитату. Я от человека, которому я 100%, например, доверяю. Да? Ну, врет он нагло просто. Человек, который 100% ты веришь, он врет нагло. Я просто его знаю, с потрохами знаю. Просто я сам Абу Муслимов сам это так вот говорил. Я не в этом говорил, ничего, никогда я Абу в этом Муслимов... ничего, Муса, я в этом не пытаюсь какой-то негатив подловить, ничего плохого. Просто для меня хорошо, когда люди признаются в своих ошибках, ты потом им начинаешь верить, доверять, понимаешь, Муса? Вот совершил человек ошибку, провозгласил он кефиром напасть в 21 веке, а потом осознал, что это неправильно. И ты этому человеку, потом у тебя доверие, потому что дохку эти гуман. А есть те, кто провозглашают это, а потом говорят, я никогда такое не делал, не говорил. Ты ему никогда не поверишь, потому что ты такому человеку нельзя верить. Но Абу Муслимов не говорил такое ни в прошлом, ни в настоящем, и тем более в будущем. Не говорил просто. И цитат Хаям, где, в какой статье? А я тебе обязательно скину статью, где он говорит об этом шариате там, и так далее.
за 92 год. Я тебе обязательно скину эту статью. Он решительный противник. Ну, как так можно так? Ну, это... Нет, то, что, Муса, вот видишь, ты говоришь противник. Но я тоже одно время думал, что шариат это действительно что-то такое, потому что я не знал, что это. Мне сказали, вот как все там мы, взрослые люди, все наши президенты, все вот. Я молодой парень, да, который, например, у родителей, у которого погибли во время войны. И вы все вот взрослые люди мне говорите, что шариат, надо шариат. И я действительно думал, что это что-то, пока сам не узнал, что это вообще ничего. Такого вообще нету, оказывается. То есть это пустышка полная. Но мы не говорили об этом. Понимаешь? Мы не говорили об этом. Да, да, я тебе, смотри, я тебе опять повторяюсь, я не то, что сейчас говорит Абу Муслимов, или ты говоришь, или кто-то говорит. В прошлом тоже он не говорил. В прошлом тоже не говорил. Хаятан, статья Хаята, или там голосовая, или там... А то, что одна там кто-то сказал, сейчас на него льют грязь, я знаю, почему льют там. Так это не грязь лить, а наоборот, когда человек раньше был такого мнения, а потом он от него отказывается, узнав его пагубность. Ну как же это? Это грязь? наоборот, это человек, он достоин уважения. Тебе же не так это задается вопрос. Ладно, я это не собираюсь как бы с тобой сейчас дискутировать, но время покажет все-таки. Ну, время покажет, но я вам точно говорю, ни в прошлом, ни в настоящем он не говорил, ни он, ни Бек Межиду не говорили об этом. Вот за этих двоих я готов, я им больше верю, чем себе. А Эльдасар никогда, я с ними всегда якшаюсь время от времени, никогда они не говорили. И вот когда Имаев представил этот шариатский проект, и говорит, да, Межидови, Абу Муслима, верак? Ну как так? А в 96-м, 7-м, 8-м, 9-м Ни году. в коем случае он не был причастником. Ни в коем случае. Тогда он тоже боролся, да, с джамаатами, с исламистами. Не, он не боролся, он своеобразный. Муса, он всем пытается угодить. Он говорит, может быть, не говорил там, но против, но он никогда не проповедовал, что надо построить шариатское государство. Никогда. А дочек, да, мада, зачем это? Маду, дочек, кол саган. يغا تقيت صاني قلت وغيش مدات موسى وين наоборот. Ну, я же тебе говорю, он и в прошлом не говорил, и сейчас не говорит. Муса, ты куда стага цахаш цадол хуман двухку эльче из наоборот. Это мужественный человек, это человек, он признает, ты понимаешь, он признает ошибочность своего, он не стоит как ишак на одном каком-то этом деле, не топит за это дальше, то есть он признает ошибочность. Это понятно, правильно ты говоришь, но он не говорил это ни в прошлом, ни в настоящем. Вот в чем дело. Не говорил он, и не писал, и не призывал. Наоборот, был против всегда. И в прошлом был против, и сейчас против. Господин Муса, я извиняюсь еще раз. Еще один вопрос у меня. Благодарю. Встал вопрос по Михелу, по кругу Народному собранию, парламентскому управлению. Мой вопрос, вероятно, разъяснит, почему я здесь нахожусь и вообще. Сам по себе принцип, парламентский принцип демократического управления, он древний, ваш принцип, действительно древний, еще до того, как в Исландии установился этот принцип. Да, вот на самом деле это очень актуальный вопрос не только для чеченского народа, это вопрос и других этнических групп, которые... Для всех народов, да, которые хотят выжить. Именно так, абсолютный унисон в этом направлении. И у вас сложился, огромный опыт в этом направлении, но есть одно но, серьезное но. Римское право. Мекхел не подразумевает подобного устройства. Народное право
но сейчас доминация в мире римского права. Какой видим? Мой вопрос заключается в чем? Ваш совет для народов, для других народов, которые задумаются об этой же системе управления, потому что это, я вижу лично, единственный выход из сложившейся ситуации, это принцип вот этого управления, вашего управления. Как выйти из сложившейся ситуации доминации в мире римского права и какой путь из этой ситуации к переход к народному праву? Спасибо за вопрос. Ой, за ответ. Ну, видите ли, принципы римского права, они давно утвердились в Европе. Поэтому Европу поменять будет трудно, хотя в Европе уже говорят о прямом народном правлении там, и так далее. А нам, чеченцам, например, легче будет, потому что у нас в традициях это. Как ты сказал, задолго до исламской там, и так далее, этих парламентов. Вот. В Европе, хотя в Европе многие говорят, и в России говорят, в частности, вот Вячеслав Мальцев большой умница, я не совсем с ним согласен, но он очень дельные вещи всегда говорит. Вот он тоже проповедует это. В России, мне кажется, легче было бы перейти. А в Европе, Европа, она такая уже дряблая, гедонистическая во многом. Там давно не было войн, они не хотят потрясений. Вот как у них есть вот парламент, этот президентский институт, они так и с ним уживаются, там, из этого делают там грандиозные праздники, шоу, там, особенно в Америке. Вот, хотя президенты там ни хрена ничего не значат, абсолютно. Вот, миром управляют международные преступные организации, организованные, ОПГ мировые. И вот случай с Трампом это доказывает, когда Трамп явно выиграл, а они взяли, присобачили победу этому бидону, бедолаге. И когда рядовые журналисты затыкали этого Трампа во время интервью, потому что за ними стояли силы. Вот. Институт президентства – это просто намордник на три ветви власти. Его надо бы и жить, но в Европе это будет трудно и жить. Может быть, там в результате каких-то катастроф возможно изменения в Европе. А так по доброй воле, я думаю, ни во Франции, ни где там еще, ни в Соединенных Штатах вот этого не произойдет, к сожалению. Да-да, я это прекрасно понимаю, поэтому на самом деле и есть вопрос, какие вы, потому что вы можете являться примером для других народов этого перехода, какие у вас есть планы по этому поводу, как это может произойти вот в случае установления народной власти в условиях организации республики? Ну вот если мы сможем когда-нибудь, если Господь Бог нам третий раз представит возможность формировать свое государство, вот, мы сформируем прямое народное правление. Вот, и мир, если увидит положительный пример вот такого строительства, вот, может быть, последует, а скорее всего не последует. Вот мы можем это совершить. А Европа, я не думаю, что совершит. Европа гедонистическая. Европа. Здесь все уже установлено, устаканено. Вот. Они не хотят менять. Все, что говорит правительство, они глотают сразу. Правда, неправда.
Если конкретно там ущемят там по зарплате там, или поднимут цену, тогда они могут дернуться, выйти на улицу, там, митинговать. А так с намерением произвести глубинные изменения, глубинную реформу произвести в форме государственного устройства в Европе не станет ни один народ. Мне так кажется, дай бог мне ошибиться, конечно. Да, я понимаю, что вы говорите. Ну, есть в народах оптимисты. Отсюда, из этого оптимизма и вырос мой вопрос. Благодарю вас за ответ. Кстати говоря, русский народ мог бы легче, быстрее прийти к этому, потому что русский народ нахлебался этих царей, генсеков, президентов. Вот. И тем более в русском народе есть здоровые силы. Вот в лице того же там Вячеслава Мальцева, хотя он скрытый империалист, правда. Но он говорит правильные вещи. Пономарев Илья. Вот есть и идеологи, и народ русский можно было бы подбить на это, если бы он был свободен от влияния извне. Ну, у меня немножко другое мнение на этот счет по поводу русского народа, потому что сам народ, сам этнос должен иметь какие-то корни, глубинные корни, как в вашем народе. Да, это Этого, тоже к сожалению, да, в русском народе нету. да, к сожалению, ты прав. Да, правильно. Беру свои слова обратно. Дадим слово нашему слушателю под кодовым названием Мансер. Мансер уже 5-6 раз хотел заговорить, но всегда его перебивали. Мансер, пожалуйста, вам слово, задавайте ваш вопрос. Салам душу Масерга. Муса, вот по твоим словам ты сказал, что при Завгаеве у чеченцев была независимость фактически. И я не могу поверить, что вы тогда не осознавали, к чему может привести его свержение. 2 вопроса. Когда к тебе пришло понимание того, что ты совершил ошибку, и что двигало, в частности, тобой при его свержении? Ну, мной двигало то, что двигало всем, большинством, во всяком случае, народа. Желание свободы. А на тот момент у меня Завгаев ассоциировался с обкомом партии, с партийным режимом. И мне казалось, что все-таки надо до конца довести это дело и свергнуть обком партии в лице этого Завгаева. Вот. Но у меня не было ни ума, ни опыта, чтобы там глянуть вглубь, там, смоделировать ситуацию, предугадать там, и так далее. На это, ну, я и молодой был тогда. Вот в этом я ошибся. А потом, когда началась война, вот, я тогда понял, что вот эту войну можно было бы избежать, если бы мы оставили Завгаева. Вот. У меня никаких симпатий к нему нет, не было никогда. Вот. Но я просто, объективно знаю, точно знаю и знал, что у него, что он хитрый, что он увертливый, что у него обширные связи в Москве со всеми там возможными там руководителями там и так далее, что у него хватило бы хитрости, коварства избежать этого. Вот. Осознала это, конечно, но близок локоть, как говорят в таких случаях. Но близок локоть. Дорогой Мансер, выключайте, ваш микрофон, когда вы не говорите. Огромное спасибо за ваш вопрос. Вы были очень-очень терпеливым, и вы нас приятно удивили своим терпением. Это что-то невероятное. Почти полчаса человек хотел задать вопрос. Так, знаете, мы дадим слово нашему гостю Дубурлан.
наш даргинский гость. Добурлан, у вас есть что сказать? Есть вопросы? Доброго дня всем. Приветствую. Это все, вот эти теории о праве, там, римском, народном, и Мекхел, это, конечно, здорово, но, мне кажется, нужно больше думать о настоящем, что сегодня, в каких обстоятельствах нужно действовать. И сегодня, если дать народу вот это народное право, чтобы они выбирали, они выберут это исламизированное правительство. Поэтому считаю самым важным сегодня подготовить хорошую политическую программу партии, чтобы в случае возможности пришли к власти в нынешних реалиях нормальные демократические прозападные силы. Насчет партии. Сейчас, Муса, извините. Добурлан, это был не вопрос, а мысли вслух, как мы поняли. Вы у нас услышали, Добурлан? Нет, у меня выключился телефон. Мы сказали, что это был не вопрос, а мысли вслух, да, как вы поняли? Да, я так думаю, нужно действовать. Ну, это все, конечно, говорить о истории, о Мекхел, там, что было лучше, чем в Европе, раньше, чем в Европе. Это, конечно, романтично, красиво. Но если мы хотим, как кажется, сохраниться, хотим свое государство, то нужно работать с тем населением и с теми настроениями, которые сейчас сложились из той политической ситуации в мире. Да, правильно. Это были мысли вслух. У вас, если есть комментарий, пожалуйста, добавляйте. Я согласен с ним, он правильно говорит, молодец. Знаете, сейчас, Муса, мы вам дадим задать вопрос одному нашему лучшему слушателю. Один из наилучших слушателей, который может задавать такие вопросы, на которые иногда очень тяжело ответить. Эксперт всех ненужных экспертиз. Мы ему включаем микрофон, и он вам сейчас задаст вопрос. Я уверен, что всегда есть вопросы в закромах. Пожалуйста, эксперт, вам слово. Салам алейкум, Сергей. Ты меня врасплох взял, и я вынужден сейчас на ходу придумать вопрос. Муза, и этот молодой, который на фоне Кремля тебе обращение писал, что-то его давно не видать. Мил, я сейчас не понял, молодой. Кто? Ну ладно, неважно тогда. Ну я вот так видел эфиры ваши, смотрел, слушал. Он что говорил? Я не понял. Ну, какой-то молодой парень всегда перед Кремлем рисовался и с тобой там постоянно там к тебе обращался, тебе что-то постоянно он навязывал. Русский парень, да? Да, молодой парень. Такой. Да, он такой наивный, патриот русского народа, но он слишком резкий был, прямой. Я его уговаривал, там, будучи в Москве, не уступая так резко, там, ты можешь сгореть. Такие, как ты, нужны русскому народу. Он такой толерантный был. Он был националист в хорошем смысле этого слова. Националист, не противоставляя свой народ другому народу, а просто любил свой народ. Культуру русскую там и так далее, историю. Вот. И так сгорело все. Посадили его в тюрьму на 8 лет. К сожалению. Я пытался ему помочь, но никак не смог. Баркал жопта, просто интересно было. Так вот. Пришлось все же придумать вопрос. Скромничать, эксперт, но не скромничать. У вас всегда есть в закромах, как говорится, пороховница. У вас всегда есть вопросы. Мы же вас знаем прекрасно. Вы же просто наилучший задаватель вопросов. Вы просто чародей. Вы просто кудесник слова. Вы гений. Без вас нам никуда. И никак.
Давайте дадим слово нашему Вяппи. Вяппи просто один из сильнейших, сейчас я вам скажу, специалистов по наведению, по закладыванию сомнений во всех высказываниях любого спикера. Сейчас Вяпи вам задаст вопрос, и все, что вы говорили, попадет под сомнение. Я вам заявляю свою версию. Вяпи, пожалуйста, вам слово. Я хотел бы узнать, как делятся Евлоевы. Я слышал, что они как-то разделяются, Евлоевы, ингуши. Видите, какой он задает каверзный вопрос. Ну ладно, Муса, можете не отвечать. Можете не Я отвечать. не знаю, я Да, не да. силен в этих вопросах. Да. Скорее всего, он ошибся группой. Ничего страшного. Ничего страшного. Он не имеет права задать вопрос, а вы имеете право не отвечать. Спасибо, Вяпи, за вопрос. Просто один из лучших вопросов сегодняшнего эфира. У нас Нет, я бы ответил, я просто не знаю, как ответить. Да, не надо. Если не знаете, то не надо стараться отвечать. Зачем отвечать на тот вопрос, на который у вас нет ответа? К нам присоединился Рентер, да, я так понял. Задавайте вопрос. Ведущий, может, ты знаешь ответ? Все, Вяпи, пожалуйста, я вас прошу. Просто я вас прошу. Рентер, задавайте вопрос. Вяпи, ты разве не знаешь, как делится? Забыл? Дорогие друзья, мы дали слово Рентеру. Не заставляйте наших технических модераторов применять меры. Понимаете? Я вас просто прошу. Прекращайте. Рентер, вам слово. Enter, вы тянули руку, тянули, вам включили микрофон. Если у вас есть вопрос, задавайте. Если у вас нет вопроса, мы дадим слово другому человеку. Так, у нас... Подождите тогда. Хорошо, Enter не хочет задать вопрос. Вот вопрос, если хочет, конечно, он может задать. Я знаю, что светило исламских наук, а также специалист, хадисовед, исламовед, хурановед, а также один из величайших мыслителей исламского арабского мира, хранитель священных писаний, а также защитник всех святых мест именно исламского мира, один из величайших пророков, посланник Аллаха и любимец всех пророков, Армат. Если хочет, он вам может задать вопрос один. Конечно же, если он хочет. Если он не хочет, мы, конечно же, не будем настаивать. Вы хотите задать вопрос, Армат? Хорошо, Пармат молчит. Хорошо. Если Пармат молчит, значит, он не хочет задать вопрос. Устаз, вытянули руку, пожалуйста, задавайте вопрос. Устаз, мы вас слушаем. Пожалуйста, если хотите, вы можете задать вопрос. А за что этого парнишку, товарища, посадили? Ну, за антигосударственные речи. Он критиковал Путина, там, называл его ублюдком, убийцей, вот, призывал отпустить чеченцев, дать им свободу и так далее. Вот за это. Благодарю, Мус. Леха, у вас есть какой-нибудь вопрос? Так, слушает. Хорошо, здесь у нас в гостях Бергфрау Горенко. Кизиль, да, говорите. Нас плохо слышно. Говорите, задавайте вопрос. Musa, сашедош дерс Айлерк, вот, Заугай Ухельцат, он балер, что он развернулся, у него был связи туда-сюда, Айлерка, что он из Заугая, вот это Гантимиров, Авторханов, вот этот
московская элита Эрдуквы, которые накормлены, выращены. Ишбацали Нохчандуй, там они же тоже чеченцы убивали, против чеченцев воевали, там это с танками перли, там оттуда, отсюда. Ты это забыл, что ли? Мы это были. Отвечу. Гантимиров, Алтурханов – это не порождение Завгаева. При Завгаеве они были никто. Гантимирова притянул Дудаев. В феврале 1992 года, вопреки мнению почти всех членов президиума ОКЧН, он назначил Гантимирова мэром Грозного. Да. Я по телевидению выступал. Если ты жил в то время, был в возрасте, ты должен помнить мое выступление. Я Жахара обвинял, что он назначил неизвестного кота в мешке, предложил в качестве мэра столицы. Но потом он сожрал 100 тысяч тонн нефтепродуктов одних. Всю недвижимость Демирях Тельцу. Вот, там уцелели, действительно. Это Муса Милуис. Гантимиров. Вот, Гантимиров – это не порождение Завгаева, это порождение Дудаева. Хорошо, там это Гантимиров, что это было там? Это был в то время, в том месте, цаши образование Адам Мадари, и там это грамотный человек был с одной стороны. Мило. Но там Гантамиров, то, что Гантимиров, грамотный, он был безграмотный, он был, сидел в тюрьме за изнасилование несовершеннолетней, он просто был обыкновенным барыгой. Гудиц, уголовник он был. А Дудаев этого уголовника сделал мэром Грозного. Не Завгаев. Завгаев, кстати говоря, в подборе кадров был щепетильный очень. Он подбирал грамотных. Отдел пропаганды заведующий он поставил доктора философских наук Яндарова. Ему помощники, выпускник нашего МГУ философского факультета, кандидата философских наук Руслан, как-то его фамилию забыл. Умнейший человек. То есть он подбирал кадры по образованию, специалистов подбирал. Это Дудаев завел эту. Муса, тогда каждый старался, это Жахарин, Келкок, это Дудаев, Келкок, Тасхерч, это митинги, каждый там деньги платили, там против него на митинг выходили. Это время, с многим я ругался, я помню это время. И многие хотели дать вот эту русскую сторону, дать там на Москву, там это, туда хотели. Ладно, вот в это время, да, Гантамиров, Ахмабахар, если он жулик, вор, там это, но Дудаев долго, Цханхар, вчера Хаварин вол, дуй там, архив, Ямаяц, у него нету. Стандартное объяснение, он не знал, он знал все. Я тоже всю свою жизнь жил в Москве. Дудаев был умнее меня в 1000 раз. Как это? У Дудаева братья Я лично не знал до сих пор то, что вы не сказали, что он в тюрьме сидел там за это, за то. Вот зная вы, почему вы по всем телевидениям там это не объявляли там, что этого человека нельзя голосовать. Ой, по телевидению Вирсан Аяхнахсо, Гантимиру Бандуш. Филитоны писал, статьи писал, по телевидению выступал. Я не знаю, в каком ты возрасте, но если ты в то время был в меняемом возрасте, ты должен помнить. Я выступал, многие выступали против Гантимирова. Ну, наверное, может,
говорили что-то там, но не все до конца выговаривали там. И мне кажется, там это все уже шло. Ну ладно, там, Бохин, Завгаев, там этого не было, там это Завгаев, Хильяхари. А что он сделал? Он хотел тоже такую же власть там этот. Если бы он был бы, он закрепил бы и все, и Хажа танкни сани там ногчи чугортен, часа ногчи, дуй чуагеш, вот стагу, когда он единовластно дует там, эту республику там, это будет овладеть, да, войны не было бы там, это понятно, там, и Москва, это все было бы там хорошо, там, а кто, которые там хотели свободу, независимость свою, там, мнения разные бывают в жизни, там, человек хочет лучше хлеб с солью питаться, там, быть свободным. А некоторые хочет там кавел, дующие вора, давух за деньги, там, ему там наплевать на все, на нации, на его там, лишь бы ему было хорошо. Вот таких у нас очень много. А с чего ты взял, Завгаев был там, он сделал бы ногчи, что там хорошо. Ничего он не сделал, он был продажный и с танками. Этот Авторханов, это все одна шайка была там, Наурская там. Ладно, это твое мнение. Это потом было. Дайте я задам вопрос. Твое мнение. Можно я Это задам? мое мнение, это исторический факт. И танками кто пришел? Это потом было. Мы сейчас говорим 91-го. Я председатель там этот правительства Чечни Бог. Это ахи инят и Завгаев Бог и газ. А там я это что, не помню, что ли? И все Твое мнение, не буду я оспаривать. Да, конечно, ты тоже там, тебе там Саля каверзные вопросы не задают, там это. Просто ты просто номенклатурный человек, да, грамотный, ты образованный. Просто какая номенклатура у меня? Какая номенклатура у меня? Докумнишь, просто там это, ты просто не все договариваешь, Муса. Просто, но в течение времени это все выяснится. Да, выяснится, да, твое это, до течения там вот эти несколько, там 2 года, пока я тут, я же то одно, то другое. Чем да? Где у меня разночтение, где ты нашел у меня? Подожди. Сейчас, подожди. Хозяин, дайте я скажу. Вы сказали, что ваш покорный слуга не задает каверзно. Я задаю вопросы, но он имеет право не отвечать, потому что этот формат предусматривает эту возможность. Чтобы вы понимали, Хизер, вам дается возможность дискутировать с ним, да, но вы сейчас переходите на личности, потому что формат, еще раз повторяю, надо в каждом формате иметь понимание того, что мы делаем. Муса пришел на интервью. Ваш покорный слуга, ему задают те вопросы, которые нас интересуют по сюжету интервью. Мы не можем охватывать всю историю чеченской нации. Нас интересует статья 4. Мы ему задали вопросы, и мы дали понять, где мы были согласны. Вы понимаете, о чем речь? Вы задаете вопросы по Завгаеву, да, но если он не согласен с вашим мнением, зачем с ним спорить и переходить на его личность? Задали вопрос, он ответил по-другому. Вы можете сказать, да, Муса, ваш ответ меня не устраивает, уже 2 года я вас слушаю, вы говорите то одно, то другое, и все. Зачем сейчас переходить на его личность? Понимаете, о чем я говорю, Хизер? Не Бог, правильно говорит сам, я говорю, не Бог. А вопросы задавайте любые. Мы же видим, вы критикуете, но вы забываете, что когда ваш гость сегодняшнего нашего интервью говорил, мы его останавливали, задавали ему вопросы. Если он не отвечает, он же не на вопрос пришел, понимаете? Это форматы, нужно понимать. Я сейчас, смотрите, сейчас дайте закончу. Я сейчас, просто чтобы знали, понимали,
вообще ни с чем не согласен. Но я ему даю площадку, чтобы вы задавали вопросы. Я же не должен спорить со своими гостями, которые приходят для того, чтобы вы им задавали вопросы. Это не роль модератора. Хазир, понимаете? Давайте каждый будет понимать, в каком формате он работает. Вы задавайте вопросы каверзные, но не переходите на личность, потому что после вас есть другие люди. Сейчас мы начнем оскорблять этого гостя нашего, Мусу. Он возьмет и уйдет. И что мы добьемся? Давайте лучше задавайте конкретные вопросы и говорить, я с вами не согласен, ну ладно, продолжайте дальше, и все. Хорошо? Веня, дай я Хизеру один момент объясню. Да, Хизер, ты и я, мы с тобой можем считать, не то, что можем, а мы с тобой считаем вот этого Завгаева последней конченной подружской гнидой, которая террористу Лаврову держит зонтик, ходит сейчас по сей день. Но Муса не может его не считать таковым, понимаешь? И ты не должен сейчас надвигаться. Я его тоже таким считаю, кстати говоря. Я вам и говорил, он хитрый, он подлый, он взяточник, но он вот именно хитростью мог бы... Я, кстати, Муса, Хизир, просто вы должны понять, давайте научимся культуре общения, задавайте любые жесткие вопросы, но не надо вот говорить, вы номенклатура. Да будь хоть кем. Сегодня сюда Завгаев, если придет, я ему, ваш покорный слуга, дам возможность отвечать на ваши вопросы. Это очень важно, понимаете? Нужно, чтобы эти люди приходили. И думаю, Леша, чтобы к нам приходили люди и говорили, мы задаем им любой вопрос, отвечает он, не отвечает. Люди послушают твой вопрос, дорогой наш Хизир, и скажут, да, Хизир задал вопрос, гость ответил, не ответил, все. Люди сами сделают выбор, мы же не на допрос их вызываем. По-любому, если человек хочет врать, он будет врать. Если человек хочет говорить правду, он будет говорить правду. Понимаете, Хизир? Так что давайте без личных вот этих вот личностных таких вот выяснений отношений. Задавайте свой вопрос. Раз, два, три вопроса, 4, 5, 6. Ответ устраивает, не устраивает. Даете понять, устраивает, не устраивает. И переходим к другому человеку. Хорошо, Хизир? Вы понимаете, о чем речь? Да, я понял. Да. Господа чеченцы, у меня большая просьба. Не приписывайте мне того, что я не говорил и не думаю. Я тоже считаю Завгаева там, носителем зонтика над этим Лавровым там, и так далее. Я о Завгаеве ничего хорошего не сказал, как о личности. Я просто говорил, вот его хитрость, его именно подлючие эти можно было бы использовать и избежать. Была бы вероятность, как мне кажется, может быть, я ошибаюсь, что войны не было бы и 300 тысяч убитых не было бы. Чтобы люди понимали, я прошу прощения, Муса, Украина, Молдавия, Азербайджан, Армения, Нагорный Карабах, Абхазия, Грузия, также угроза всему миру, мы понимаем, что никогда никакой Завгаев не смог бы сдержать Россию. Мы это просто понимаем. Поэтому я думаю, все-таки выражать, ну, я как бы должен выразить, потому что мне в личку пишут сейчас, и наши технические модераторы вводят на экран бегущей строкой то, что люди говорят. Я как бы голос этих людей должен озвучить, что Завгаев при всем его вот этом великолепии умственном, интеллектуальном, он не смог бы сдержать поползновение России для того, чтобы развязать любой конфликт, который они захотели. Просто мы должны это осознавать ярко и четко. Четко и ясно. Хорошо? А так продолжайте говорить и озвучивать свои мысли. Мы вас слушаем. Hatta dolmegirdari. Говорите. Ночью мотал, да, бягца была. Муса. Извиняюсь, прошу прощения. Если есть возможность, пожалуйста, задайте ваш вопрос на индо-пакистанском. Муса, я как понял, до событий в Чечне Россия старалась развязать войну в Грузии, Азербайджан, Осетия, ну, в многих местах, как мы знаем. В Татарстане особенно. И последней точкой стала Чечня. И когда в Чечне все началось, Завгаеву, когда танки пошли, если я правильно понял, когда танки пошли, Завгаев, Автурханов ничего не решал. Так? Они сбежали тогда. Они сбежали все.
Можно один вопрос? Они не сбежали, они там это в аэропорту и правительство Юбош, там сидел Это он. потом Завгаев, второе пришествие Завгаева. Потом было. Да, не путайте второе пришествие с Завгаем в 91 году, когда Чечено-Ингушская республика. Дайте я задам. Ну, постараюсь задать вопрос. Задавайте, Дзудзукити. Я сторонник, чтобы мы уже могли рассматривать все и всех под критическим углом. Муса сказал, что можно было бы эволюционным путем. Я имею в виду, я считаю, что наша проблема в том, что у нас никогда не бывает политической элитой, преемственности политической вот этой элиты. Потому что через каждые 50 лет у нас на корню уничтожается политическая элита. И плюс у нас такой народ, что у нас не было вот этого сословных делений, вот этого, чтобы как-то... Вот я к тому, что на 90-й год Муса был такой же романтиком, молодым, который, зная нашу историю, там борьба, война, обида на Советский Союз. То есть вот сегодня же Муса говорит, что он считает, что они допустили ошибку, что народ прошел через войны. А если мы посмотрим на все остальные республики, даже союзные, автономные, у всех почти у власти остались эти партократы. Тот же самый Татарстан, Казахстан, без разницы, Азербайджан. Везде, хоть и Советский Союз рухнул, свобода, они тоже могли бы вот так же выкинуть своих этих, которые остались, оставили которых у власти. Они же тоже партократы. Но они их оставили, вот зная их опыт, то, что сказал Муса, они хозяйственники. Они их оставили, а лучше как бы... война, она всегда есть нехорошо. Вот сейчас Муса, если бы... Вот сейчас эти события происходили бы, вот Муса был бы вот в этом возрасте, вот тогда, может, Муса и сказал бы, не надо спешить. Лучше эволюционным путем это проходить. Примерно вот такие мысли. Не знаю, это вопрос или нет. Ты за него Вот из всего отвечаешь, да, услышанного. сразу? Я Я так согласен с понял, что этим. ты за него отвечаешь. Можно мой вопрос закончить? Да, Сэм, заканчивай. Это были мысли вслух от нашего Дзудзукити. Пожалуйста, Сэм, заканчивайте ваш вопрос. Никаких проблем. Продолжайте. Муса, как вы думаете, после убийства Жохара Дудаева у этих интригантов были развязаны руки или нет? Да, конечно, развязаны были руки. Разброд пошел там и так далее. Но народ, несмотря на гибель Дудаева, на геройскую гибель Дудаева, народ продолжал оказывать сопротивление и победил. И сломал хребет ядерной державе. Да. А интриганты закончили свое дело, да? Так? А интриганы интригуют до сих пор. Баркалдерес Муса. Сэм, вы закончили ваши вопросы? Да, Баркал. Потому что нашей редакции нравится, когда вы задаете вопросы. Вы просто один из величайших людей, которые задают прекраснейшие, великолепнейшие, изумительные вопросы. Опять же, я бы продолжил мысли вслух, может, это и как вопрос, Да. Муса, может быть. Здесь не надо мысли вслух. Если у вас есть вопрос, вы задаете. А мысли вслух, пожалуйста, придержите. Мне напомнило это революцию в феврале, временное правительство. Это как бы Чечено-Ингушская республика 90-го года, а потом власть это свергли матросы. Не надо. Аналогию с русской историей нам здесь не нужна. Россия нас абсолютно Аналогию я там вижу. Я понимаю. Вопрос есть у вас?
Да, Ленин потом пришел, да, мы видели это. Давайте, дорогие друзья, если у вас нет вопросов, наш гость устал, а человек все-таки, он не молодой, давайте мы ему дадим возможность отдохнуть. Я думаю, что вы имели возможность задать свои вопросы. Также мы провели с ним интервью. Как вы знаете, у нас всегда такое правило у нашей редакции, у вашей редакции, у вашего покорного слуги. Мы задаем вопросы, наши гости имеют право отвечать, не отвечать, пропускать вопросы, а также врать, если хотят. Понимаете? Это их право, суверенное право. Поэтому мы, когда задаем вопросы, мы не стараемся получить те ответы, которые мы хотим услышать. Это не наша прерогатива. А человек, который к нам приходит, он отвечает. И наши слушатели, вы, а также и другие, кто нас будет слушать, они сами сделают выводы. Мы не спорим ни с кем здесь. Это не тот формат, еще раз напоминаю. Хорошо, дорогие друзья? На этом мы заканчиваем наш сегодняшний прямой эфир. Муса, если у вас есть что-нибудь в конце добавить, пожалуйста, вам слово, и мы заканчиваем этот прямой эфир. Шун Масан Баркалхил, Дал Дикис, Адир Зейл, Долдик, все. Муса, мы вам выражаем огромную благодарность от имени всех наших слушателей, а также всех тех, кто нас будет слушать, а по-чеченски мы всех будем благодарить. Баркал Дерес Хольгун Муса, Хокоз, Варна, Хоца, Муха Вилаха, Цухена, Лял, Тега, О, Игум, Шгина, Удойш, Ву, Оцнага, Нюха, Лялу, Ахмуха, Ху, Адича, Муха, Ахдича, Цан Ау, Цуюка, Вайна, Вайхилил, Кахар, Вайхилил, Истории, Тига, Лял, Болнага, Нюха, Хилдо, Гумша, Вайн Дойшча, Калдахча, Дикду из Вайна, Пайдахду, Цундел, Хонюга, Така, Баркал Дерес Холил, Кескест, Вошил, Хонхеттаждар, Хума, Дацун, Хайнучки, Паржюбштал, Ишо, Шво, Хомерштагу, Тундел, Нохчи, Эдля, Нохчи, Махта, Ошту, Марш, Вогун, Марш, Ойл, Марш, Ойл, Тундела, Хонюга, Така, Куча, Болчарга, Вайхезан, Болчарга, Шун, Массарна, Дела, Реза, Хулил, Марша, Ойл, Далдикник, Дайлвайн, Дал, Нисвантя, Цанантя, Вайновчика, Мерша, Дуахил. Мы выражаем огромную благодарность всем нашим участникам этого прямого эфира, нашему гостю Мусе Темишеву за то, что он пришел с открытым забралом, отвечал на те вопросы, которые ему задавались. А это уже нашим слушателям судить, были там они правдивые его ответы, неправдивые, говорил он правду или нет. Это не наша прерогатива. Поэтому мы еще раз выражаем всем нашим слушателям, а также участникам прямого эфира за их сдержанность, за тактичность, за такт, за деликатность, а также за ту эстетику, которую они проявили в общении с нашим гостем. Огромное вам спасибо. Мы завершаем эту запись. После завершения этой записи ваш покорный слуга скажет несколько слов. Баркалшун Масарна, Адикюэн Маршаль. Ламын Марзо Маршов начинает работу. والله رئيس خيول الله. Баркал Масарна Маршаль. Напоследок. Маршаль Шумасу. Адикюэн Масарна. Далдик да Хоушулу.